Манга «Берсерк» не просто так считается одной из лучших манг в истории. Придется приложить немалые усилия, чтобы найти человека, который ничего не слышал об этом произведении. История, написанная Кентаро Миурой, оставила свой след в миллионах сердец по всему миру, а на перечисление всех творцов, кто так или иначе вдохновлялся «Берсерком», у меня банально не хватит времени. Да и в вашем окружении наверняка есть персонаж, который в любое время суток может экспромтом выдать вам 5-часовой монолог на тему того, как же все-таки «Берсерк» повлиял на его жизнь. Если же об этом произведении тебе практически ничего не известно или известно недостаточно, то данный видеоматериал сделан специально для тебя. Ведь последние полгода я словно Гатс, ведущий борьбу против демонического рода, сражался с личной жизнью, друзьями и домашними обязанностями, лишь бы данный ролик увидел свет. В общем, я постарался склеить историю, которую писали больше 30 лет, и я надеюсь, что ты узнаешь что-то новое для себя. А это значит, что больше я не смею тебя задерживать. И давай уже начнем. Эта история начинается в вымышленном мире, очень похожем на феодальную Европу 15 века. На первый взгляд, классическое фэнтезийное средневековье. Бесконечные сражения, рыцари, жуткие чудовища, бедные крестьяне и пышные банкеты в замках. Но не стоит обманываться, данный рассказ не классическая сказка перед сном. В этом мире все немного иначе, так как здесь, кажется, нет рая. Дело в том, что в мире Берсерка есть два основных измерения – материальное и астральное. Материальное измерение – это наш обычный мир, где люди убивают друг друга за клочок земли, за горсть монет или за призрачную славу. А астральное измерение – это, по сути, царство духов, теней и забытых богов. Мир мертвых, невидимый для большинства. И если с материальным измерением все плюс-минус понятно, то вот астральное измерение – это бездна, состоящая из множества слоев. На его поверхности обитают эфирные существа, духи природы, призраки и божества разных культов, а заканчивается все это дело бездной, водоворотом коллективного сознания и зла, местом, где находится бог данной вселенной, известный как идея зла. Идея зла не бог, создавший людей, а бог, созданный людьми. Он был рожден из коллективного подсознания всего человечества, тьмы, живущей в душе каждого человека. Ведь людям всегда нужно знать причины, почему их жизнь наполнена страданиями, почему их смерти бессмысленны. Людям были нужны мотивы судьбы, превосходящие их познание. И поскольку идея зла из всей этой каши эмоций и чувств и была рождена, она и создавала причины, управляя судьбой людей, подчиняя волю сущности человеческого рода. Грубо говоря, люди не хотели, чтобы их страдания были бессмысленными, поэтому и появилась идея зла, придающая смысл злу. Но несмотря на первородную жестокость этого мира, здесь нашлось место и чему-то теплому, любви, верности и чудесам в конце концов. Ведь изначально почти все люди могли видеть духов. Они обращались к ним за помощью и возводили святилище в их честь. Взамен же астральные сущности могли послать дождь в засуху, исцелить больного или предупредить об опасности. Но все изменилось, когда в дело вступил Святой Престол, могущественный религиозный культ. Религиозная доктрина Святого Престола утверждала, что существует только единый Господь, и что люди должны очиститься от грехов в преддверии его пришествия. Однако в действительности Святой Престол был деспотичной организацией, которая угнетала простой народ. Священники и инквизиторы Святого Престола огнем и мечом искореняли еретическое поклонение любым астральным сущностям, и совершенно неважно каким, добрым или злым. Ну а люди, в свою очередь, боясь костров и пыток, перестали верить в духов, и тогда они перестали их и видеть. И я надеюсь, примерную картину мира вы поняли. Грязное и безжалостное средневековье, где понятия добра и зла словно нет. Частые войны между королевствами, мародерство, крестовые походы местной инквизиции, целая куча неизлечимых болезней. Молитвы Господу не помогают, а словно наоборот усугубляют ситуацию. Любое инакомыслие может повесить на тебя метку еретика, а уверенности нет не то, чтобы в завтрашнем дне. Не умереть ночью от разбойников уже звучит как достижение. И если вы подумали, что на этом все, то нет, ведь вишенкой на торте в этом круговороте балдежа являются апостолы. Демонические существа, обитающие по всему миру. Ну, здесь у нас темная фэнтези как-никак. Более подробно про апостолов и других важных персонажей я расскажу чуть позже, чтобы не вываливать на вас тонну информации и не перегружать ваш мозг. На данном этапе просто держите в голове, что на дворе примерно 15 век, идет многолетняя война между двумя крупными королевствами, а по миру прячутся различного рода монстры. И вот по сути только сейчас и начинается мой рассказ. Ведь именно в этот временной промежуток и рождается главный персонаж всей этой истории – мальчик по имени Гатс.
В мире Берсерка никто не рождается под счастливой звездой. Каждый шаг — это борьба за выживание. И в этом есть что-то притягательное, когда все против тебя, но ты все равно идешь вперед. Кстати, если вы хотите прожить собственную историю, не менее яркую, пусть и не такую кровавую, то обязательно загляните на Majestic Roleplay. Это онлайн-проект на базе GTA 5, где ты, как и Гатс, сам выбираешь свой путь. Здесь можно собрать уникальный автопарк, управлять бизнесом, охотиться на преступников или самому стать частью теневого мира. Вокруг живые игроки, голосовой чат, дрифт, перестрелки и сотни возможностей. А сейчас, ко всему в придачу, на проекте стартовал летний пропуск с уникальными наградами, машинами и заданиями. Идеальное время, чтобы ворваться, особенно с промокодом KORN, который даст тебе $50 тысяч и 7 дней премиум подписки на старте. В общем, все как обычно, все ссылки в описании, ну а ты пиши сам свою историю на Majestic RP. Так вот, Гатс появился на свет из трупа своей повешенной матери под деревом висельников, обреченный умереть в каше из крови, грязи и околоплодных вод. Подобного рода картина была обычным делом для местных, так как на дворе бушевала кровопролитная столетняя война между королевством Мидленд и Тюдорской империей. Поэтому, когда рядом с местом рождения нашего главного героя проезжала группа наемников во главе с человеком по имени Гамбино, никто особо не обратил внимания на ребенка. Однако, кое-кому все же было не плевать. Любовница Гамбино, молодой девушке по имени Сис. Совсем недавно у нее случился выкидыш, из-за чего она сошла с ума, поэтому Гамбино, в общем-то, был не против, чтобы Сис забрала младенца с собой ради собственного утешения. Даже несмотря на то, что все в отряде наемников, включая самого Гамбино, не видели в этом ничего хорошего, так как забирать детей у погибших родителей считалось дурным знаком. У Сис было очень доброе сердце, что было заметно по ее стремлению вырастить малыша как собственного сына. Правда, когда Гатсу исполнилось 3 года, девушка скончалась от чумы, а пацан остался с Гамбино, человеком, который в глубине души винил его в смерти своей возлюбленной. Однако, несмотря на свою ненависть, Гамбино начал обучать мальчика воинскому ремеслу. Не из любви, конечно, скорее из расчета или просто от нечего делать. Благодаря чему уже через несколько лет Гатс, хоть и был еще ребенком, сражался наравне со взрослыми, доказывая, что не просто так ест их хлеб. Отношения Гатса со своим приемным отцом в целом сложно назвать теплыми. Да, последний, как я уже говорил, обучал ребенка жизни наемника, дал ему важные жизненные уроки и научил сражаться в конце концов. Но опять же, все это происходило не из-за любви или симпатии, а скорее от банальной скуки, дабы развлечь себя. Безделушка, которую не жалко потерять. В то время как Гатс считал Гамбино своим отцом. Он верил, уважал и доверял своему наставнику. Настолько, что когда однажды Гамбино продал Гатса на ночь наемнику-педофайлу по имени Донован, и последний прямо заявил парню, что «вообще-то мне продал тебя твой папаня», Гатс банально отказался в это верить, считая данные слова клеветой. В общем, как вы поняли, детство у парня было не самым приятным. Надругательство, ежедневный риск умереть на поле боя, постоянная необходимость доказывать самому себе и окружающим, что ты чего-то стоишь. Все было настолько печально, что маленькому Гатсу даже детского меча не нашлось, из-за чего он был вынужден тренироваться с не по размеру большим для себя клинком. Ну а разговоры среди других наемников о том, что Гатс был проклятым ребенком, только подливали масло в огонь. Однако, когда мальчику исполнилось 9 лет, все стало еще хуже. Гамбино во время очередной битвы потерял ногу и больше не мог сражаться. Его позиция лидера отряда начала ослабевать, в то время как Гатс, наоборот, становился все сильнее. Так, во время неизвестной битвы между наемниками, пацан смог убить вражеского генерала, за что получил щедрую награду и поспешил поделиться радостью со своим отцом. Но к этому времени в чашу весов ненависти Гамбино добавилась и зависть. Той же ночью бывший лидер наемников пробрался в палатку к Гатсу, обвиняя его в смерти Сис и всех своих несчастьях. Гамбино в своей ненависти зашел так далеко, что назвал Гатса дьявольским отродьем и признался, что он действительно продал его Доновану в ту злополучную ночь. После чего попытался расправиться с пацаном. Но Гатс рефлекторно контратаковал выпад Гамбино и пронзил его своим мечом в самое сердце. Пацан, опустошенный произошедшим, пытался осмыслить то, что он только что собственноручно убил своего самого близкого человека. Но времени на скорбь не было, так как на шум сбежались наемники со всего лагеря.
Увидев тело своего бывшего лидера, вчерашние товарищи заклеймили Гатса убийцей и бросились за ним в погоню, во время которой Гатс получил очень серьезное ранение. Однако, вопреки всему, пацан все же смог оторваться от преследования, упав с обрыва и потеряв сознание. Очнувшись, Гатс впервые в жизни был предоставлен сам себе, измотанный, раненый, не понимающий, почему все это происходит именно с ним. К этому моменту 9-летний мальчик так устал от всего этого дерьма, что готов был просто умереть, а повстречавшаяся ему на пути стая диких волков словно была подарком судьбы. Однако Гатс пусть и был эмоционально готов к смерти, его тела нет. Он даже в такой отчаянной ситуации сражался вопреки всему, что в конечном счете и спасло ему жизнь. Ведь после того, как звери бросились в бегство, а Гатс из-за своих ран потерял сознание, ему, кажется, в кои-то веки улыбнулась удача. Рядом проезжающие наемники заметили пацана. Все они были крайне удивлены тем фактом, что он в одиночку убил столько волков, да и их отряду как раз по большому совпадению был нужен такой боец. Возможно, Гатсу, наконец, на самом деле улыбнулась удача, и теперь он обретет дом, спросите вы. Ну вы серьезно? Конечно же нет. Да, Гатс на самом деле попал в отряд других наемников, и у него действительно появилась возможность начать жизнь с чистого листа. Однако дальше череда неудач молодого мечника так и не прервалась. Его новый отряд был разбит в первом же сражении. Гатс вместе с выжившими был взят в плен, а после отправлен на строительные работы в качестве раба. И по сути, глава «Весенний цветок давно минувших дней», о которой я в общем-то сейчас и рассказываю, является филлерной, но здесь есть буквально пара интересных моментов. Когда Гатс был пленен, один из его друзей по неволе с именем Мартина вселил Гатсу идею, которая так или иначе повлияет на его судьбу. А именно, наемникам необходимо найти на поле боя настоящих друзей, которые стоят того, чтобы за них сражаться. Ну а второй интересный момент заключается в том, что Гатс впервые столкнулся с чем-то паранормальным. Когда Гатс за попытку своего побега был отправлен в темницу, им заинтересовался местный дворянин. Гатс должен был сразиться с его сыном на дуэли и проиграть, дабы нежная детиночка дворянина почувствовала, каково это быть мужчиной. И безусловно, молодой мечник бы проиграл, так как был слаб и обезвожен. Но здесь-то он и познакомился с Чич, духом цветка. Как вам уже известно, в мире Берсерк, чем больше ты веришь во что-то, тем это реальнее. Гатс, разумеется, не верил, но по какой-то непонятной причине он видел. И в общем-то мечнике и понравился Чич по причине того, что он видел духа, в отличие от ее предыдущих сокамерников. Гатс пообещал Чич, что если она ему поможет и он сможет выбраться из этой темницы, то он отнесет ее на поляну, где росло много цветов. А Чич, в свою очередь, так воодушевилась данным обещанием, что всю ночь без устали лечила Гатса. Но, к сожалению, она перестаралась, так как израсходовала все листья со своего цветка, что для нее было равносильно смерти. Исчезновение духа опечалило Гатса, однако ее жертва не была напрасной, ведь буквально на следующий день наш герой, благодаря стараниям своей спасительницы, одолел сына дворянина, после чего и выполнил данное ей обещание, отнес ее цветок в долину сияющих цветов. После всего произошедшего молодой мечник, рожденный в мире постоянного насилия, сражений и войн, пришел к простому осознанию, что ему проще быть одному, меньше проблем, не нужно ни за кого нести ответственность, поэтому с того самого дня теперь Гатс путешествовал в полном одиночестве, никого к себе не подпуская. Так, ребят, уделите мне буквально минутку, так как для вас у меня есть кое-какая инфа. Короче, несколько месяцев назад я подыскивал себе авто, и, честно сказать, это какой-то ад. Но по рекомендации друга я установил себе номерограмм, и вы даже не представляете, насколько это облегчило мои поиски. К слову, машину я так и не приобрел, но номерограммом, как ни странно, пользуюсь и по сей день, так как всего лишь введя в приложение госномер, можно наглядно увидеть историю автомобиля, его цену, пробег и даже тюнинг. То есть это бесплатный и самый простой способ пробить перед покупкой тачку и узнать о ней все. Была ли она бита, крашена, таксовал ли кто-то на ней, или же, упаси боже, участвовал в ночных гонках. И согласитесь, что лучше иметь возможность лично посмотреть своими глазами на то, что в других отчетах будет просто описано текстом, в лучшем случае. Скачать же это чудо очень просто. Достаточно вбить в любом сторе «проверка авто» или отсканировать QR-код на экране, ну или же по старинке, перейдя по ссылке в описании. Как скачаешь, вбей данный номер и лично увидишь, какую машину я все же решил себе взять в будущем. Ну а я продолжу рассказ.
Прошло пару-тройку лет. Гатс за это время возмужал и окреп. Несмотря на то, что ему было всего в районе 15 лет, он был силен не по годам, а его навыкам обращения с мечом теперь могли позавидовать даже самые опытные воины. От былой детской наивности не осталось и следа, так как жизненные трудности превратили его в социопата-одиночку, только и умеющего махать своим огромным мечом. Гатс решил идти по жизни уже протоптанной дорожкой, поэтому все так же подрабатывал наемником, сражаясь за тех, кто больше платит. Так, будучи штурмовиком во время осады неизвестного военного гарнизона, Гатс в очередной раз проявил себя на поле боя, когда убил вражеского командира по имени Басуза и тем самым снизил боевой дух противника, что в общем-то и привело к скорому захвату форта. Ничего не предвещало беды. Гатс, получив награду, продолжил свой путь в поисках новых битв, но в скором времени с ним произошло событие, которое разделило его жизнь на до и после. Встреча с бандой Сокола, наемниками, что и защищали осаждаемую ранее крепость. Соколы, пусть и маленький, но уже известный среди многих наемников отряд. При их поддержке даже обычная осада форта, рассчитанная на пару дней, могла затянуться на месяцы. А Гатс во время прошлой осады произвел на них очень сильное впечатление, но, видимо, не на всех, так как Коркус, один из старших членов отряда, подговорил нескольких наемников ограбить одинокого мечника. Однако Гатс, приняв их за обычных бандитов, не стал церемониться. Несколько соколов отлетели сразу, кто-то остался инвалидом. Даже один из командиров банды, девушка по имени Каска, ничего не смогла противопоставить молодому мечнику. И в общем-то, неизвестно, чем бы все это закончилось, если бы в игру не вступил лидер отряда соколов, человек по имени Гриффит. Гриффит, он же Белый Сокол, был человеком с поразительной харизмой, острым складом ума и превосходными боевыми навыками. По сути, весь отряд Сокола держался только на нем, так как, за что бы Гриффит не брался, у него все получалось, словно все вокруг подчинялось его желаниям. Лидер Соколов еще при осаде форта заметил Гатса среди прочих наемников и решил, что такая боевая единица, как Гатс, была бы полезна в его отряде. Именно поэтому, когда Гриффит одолел Гатса буквально с одного удара, он не позволил добить его остальным, а наоборот, приказал забрать его в лагерь в надежде, что он сможет завербовать мечника к себе в отряд. Что, в принципе, и произошло. Когда Гатс пришел в себя, Гриффит надеялся просто уговорить его присоединиться к ним, но наш герой все еще не сдавался. Вместо того, чтобы принять предложение, он бросил Гриффиту вызов, надеясь тем самым отомстить за свое прошлое поражение. Гатс предложил, если Белоснежка победит, то только в таком случае он сможет претендовать на мечника. Но Гриффит, в свою очередь, имея личную заинтересованность в Гатсе, без раздумий согласился. В конечном счете Гатс, вопреки своим ожиданиям, снова получил по жопе, и пусть и нехотя, но теперь он был вынужден стать частью банды, в то время как Гриффит был очень доволен, ведь он, как и обычно, получил то, чего хотел. Доверительное и теплое отношение Гриффита к Гатсу у многих начало вызывать вопросы после первой ночной вылазки, когда Гатсу было поручено одно из важнейших заданий – охранять тыл. Да, наш герой, как обычно, хорошо себя показал, из-за чего многие из отряда начали уважать его, пусть и не все. Ведь дело в том, что изначально в отряде Сокола, помимо Гриффита, было всего несколько молодых людей. Горняк Пипин, циркач Джуда, бывший вожак шайки воров Коркус и крестьянская девушка Каска. Только после них отряд начал сильно разрастаться. Сердцем Соколов был Гриффит. Именно он всех собрал под свое крыло и подарил им, обычным простолюдинам, надежду на то, что они смогут стать кем-то большими. И вот из-за того, что Гриффит уделял такое внимание Гатсу с их первой встречи, у кого-то вызывала банальную зависть, например, у Коркуса и у Каски. В то время как даже сам Гатс не понимал, чем он так приглянулся Белому Соколу. Не то чтобы молодому наемнику было не все равно, здесь скорее играло чистое любопытство, чем руководствовался Гриффит. И вскоре Гатс, пусть и частично, но все же узнал, какие амбиции были у его нового командира. Во время утренней ни разу не гейской сцены Гриффит прямо заявил Гатсу, что когда-то будет править своим королевством, что, согласитесь, очень серьезное заявление для простолюдина. Да и в целом, этот эпизод отлично показывает, кем Гриффит был в те дни и почему в Гатсе он увидел что-то, чего не смог разглядеть в других. Гриффит всегда был человеком словно не из мира сего. Молодой, обожаемый всеми, амбициозный лидер банды, движимый своей мечтой и готовый идти по головам. Гриффиту плевать на гордость, он готов отдать любую жертву ради своих целей, ведь для него цель всегда оправдывает средства. Но при этом смерть тех, кто боролся за его мечту,
мечту, а точнее смерть его солдат, сказывалась на нем, что говорило о его человечности. Сопоставление всех этих качеств и его врожденных особенностей – это и есть то, что привлекало людей из совершенно разных слоев общества в его отряд. Поэтому за ним все так слепо шли, банально веря в него и его мечту. А в Гатсе же Гриффит видел опору, человека с несгибаемой волей, на которого всегда можно положиться. Ведь если Гриффиту во всех его начинаниях словно благоволит сама судьба, у Гатса все получается не благодаря, а вопреки, так как ему с самого рождения приходилось бороться за свою жизнь. Противоположности притягиваются, и вот Гатс и Гриффит буквально лучшее тому подтверждение. Как бы там ни было, во время все того же утреннего диалога Гатс заметил на шее у Гриффита странную безделушку, похожую на кулон, и Белоснежка поведал своему другу легенду об этом талисмане. Это багровый бихелит, также известный как королевское яйцо. Ведь тому, кто его заполучил, суждено править миром в обмен на свою плоть и кровь, что бы это ни значило. Почему же у Гриффита есть королевский бихелит? Те, кто знают, те знают, а кто нет, соболезную, скоро узнаете. Но вот прошло еще 3 года. Кровопролитная война между Тюдором и Мидландом все еще продолжалась. За это время отряд Соколов перешел на сторону последних и достиг больших успехов. Теперь о них знали практически все, начиная с обычных наемников, заканчивая королевским двором. Гатс в отряде был назначен командиром ударного отряда, а в ближнем бою ему практически не было равных. В то время как Гриффит стремительно поднимался по социальной лестнице, дослужившись до рыцаря, раздражая тем самым местную знать. Но, несмотря на разные уровни, за эти годы между Гатсом и Гриффитом образовалась крепкая дружеская связь. Гатс, никогда не знавший настоящей любви или доброты, нашел в банде что-то очень отдаленно напоминающее семью. Гриффит же был для него эдаким символом силы, идеалом, к которому стоит стремиться, в то время как для самого лидера банды Гатс стал тем, на кого можно было положиться, и, что немаловажно, кому можно было довериться. Да и в целом, в банде всех все устраивало за исключением правой руки Гриффита, Каски, ведь она словно искала повод сорваться на Гатса, упрекая его за любую оплошность, в то время как сам Гатс даже не мог понять, почему она вечно его достает. В любом случае, под руководством Гриффита отряд Сокола перерастал в небольшую армию, а из-за нестандартных тактик на поле боя и отличного винрейта, король очень уважал Гриффита и возлагал на него очень большие надежды. Но во время очередного сражения между армией Мидланда и Тюдора впервые у Соколов пошло что-то не так, так как члены отряда столкнулись с чем-то, что выходило за рамки их понимания. С Апостолом. Соколы вели осаду важной цитадели, и когда уже оставался последний рубеж, огромный отряд Гатса остановил всего один воин – Апостол Носферату Зод. Во вселенной Берсерка Апостол – это демоническое существо, когда-то бывшее человеком, пожертвовавшее самым важным в обмен на силу. Грубо говоря, Апостол – это воплощение зла, отвергнутое человечеством и отвергшее человечество. И вот, как назло, отряд Гатса встретился с одним из самых сильных апостолов – Носферату Зодом. Данный апостол посвятил свое существование борьбе. Его стремление сражаться и получать удовольствие от битв оставило после себя миллионы мертвых. Но в отличие от большинства других своих сородичей, он не ел человеческое мясо, не являлся садистом или жестоким по своей природе. Прежде всего он искал достойного противника. Можно даже сказать, что Зод испытывал чувство меланхолии из-за своей силы, ведь за последние века он так и не смог найти достойного воина среди людей. Возможно, поэтому Зод и решил выступить в этом сражении против побеждающей стороны. И что сказать, ему улыбнулась удача. Ведь Гатс, разъяренный тем фактом, что всего лишь один воин положил 50 его бойцов, отправился в темные коридоры цитадели, где и встретился с Зодом лицом к лицу. Изначально ошеломленный подавляющей аурой своего противника и испуганный силой Зода, Гатс не то чтобы достойно сражался, он скорее пытался банально выжить, ведь Зод был опытнее, больше и сильнее. Но Гатс тоже не пальцем деланный. Он, не увидев других вариантов, решил рискнуть, поставив все на один единственный удар, рассчитывая на длину своего меча. Это сработало, апостол был ранен, но, увы, этого оказалось недостаточно, ведь Зод лишь еще больше возбудился из-за своей травмы и того факта, что, возможно, он спустя 300 лет наконец нашел человека, способного дать ему достойный бой. Остолбеневший от трансформации Зода Гатс практически был убит апостолом, но здесь вмешался Гриффит и оставшаяся банда Сокола, не желающая терять своего товарища.
По сути, единственное, что товарищи Гатса смогли сделать в той битве, это ненадолго отвлечь чудовище, так как Гриффит в своем желании спасти раненого Гатса сам чуть не оказался на том свете. Однако, битва сразу же прекратилась, когда Зод заметил у Белоснежки Бехелит. Чудовище в тот момент поняло, что Гриффиту суждено стать кем-то большим. Королевский Бехелит не висит на шее у кого попало, поэтому Зод решил отступить, перед этим предупредив Гатса о неизбежной смерти, которая определенно настигнет его, если мечта Гриффита рухнет. Никто из присутствующих не видел ранее ничего подобного, и все, мягко говоря, были в шоке. Да и что Зод имел в виду, сказав про неизбежную смерть? Никто ничего не знал. Все просто пытались осмыслить произошедшее. Берсерк. Берсерк. Прошло несколько дней. Несмотря на то, что отряд Сокола понес внушительные потери в последней битве, а злые языки моментально начали разносить всякого рода грязные слухи в надежде очернить честь Соколов, авторитет Гриффита, вопреки всему, нисколько не пошатнулся, скорее даже наоборот. Различная знать то и пыталась подлизать Соколу, надеясь, что когда он поднимется по социальной лестнице еще выше, то не забудет их доброту. Гатс после очередной лекции от Каски о его безответственности пытался понять, что имел в виду Зод в цитадели. Остальные тоже пытались прийти в себя после увиденного, и лишь один Гриффит был на расслабоне, словно ничего не произошло. А зря, ведь совсем скоро местная элита начала плести настоящие политические интриги против Белого Сокола. Как я уже упоминал, королевская знать горела синим пламенем из-за быстрого карьерного роста Гриффита и его отряда. Ведь к этому моменту король присвоил Гриффиту титул графа за многочисленные победы, что уже казалось чем-то немыслимым. А когда все тот же король решил взять Гриффита и его отряд с собой на охоту в качестве сопровождающих, у местной элиты начало подгорать из-за подобных движений еще сильнее. Но особенно сильно сгорел брат короля, генерал Юлиус, первый наследник на престол. Видите ли, на ежегодной осенней охоте сопровождающим короля всегда был Юлиус со своим отрядом белых драконов, а сейчас такая честь выпала вчерашним наемникам с улицы, а Юлиус, хоть всегда и презирал различного рода интриги, в этот раз терпеть не стал и решил организовать покушение на лидера Соколов. Так, во время охоты Гриффит подкатывал к единственной дочери короля по имени Шарлотта, ведь, как я уже говорил, Гриффит руководствовался принципом «цель оправдывает средства», а самый короткий путь к престолу всегда лежал через свадьбу. Парочка болтала о том о сём, когда их идиллию прервал дикий кабан. Из-за данной случайности молодые остались наедине, что дало возможность наемному убийце выполнить свою работу практически без свидетелей. Спустя мгновенье Гриффит был поражен отравленной стрелой, что не на шутку испугало весь отряд, особенно Гатса и Каску. Но, вопреки всему, и в этот раз Белоснежку спас его Бехелит, словно сами высшие силы оберегали лидера Соколов. Ведь уже второй раз этот камень словно защищал своего хозяина. Гриффит не был дураком, он быстро понял, что данный заказ — это дело рук генерала Юлиуса, ведь убийство ядом стоило недешево. Но, как ни странно, даже эта ситуация сыграла на руку Соколу. Ведь большинство посчитало, что это было покушение на принцессу, а молодой граф защитил ее своим телом. Юлиус был в бешенстве, ведь по сути из-за его действий Гриффит обрел еще большую славу. Генерал искал выход из ситуации и явно не собирался отступать, но его планам не суждено было сбыться, ведь Гриффит, окончательно удостоверившись в том, что именно Юлиус был виновен в покушении, попросил своего самого лучшего воина и по совместительству лучшего друга Гатса устранить эту проблему. Гатс, хоть всю жизнь и был наемником, привыкший к убийствам, всегда отделял себя от своих действий, оправдывая их исключительно логикой войны. Ему определенно не хотелось выступать в роли личного наемного убийцы, но для мечника Гриффит был не просто другом, который попросил об одолжении, он был недостижимым идеалом, которому Гатс просто не мог отказать. Поэтому наш герой взялся за эту работу, словно у него было подсознательное желание доказать свою ценность. Глубокой ночью Гатс проник в поместье Юлиуса и достаточно быстро уничтожил свою цель, но в этот же момент начала открываться дверь в комнату. Гатс, посчитав, что это была охрана, нанес удар на опережение и только после заметил, что это была не стража, а маленький сын Юлиуса, Адонис. Гатс был в растерянности и не понимал, как такое могло произойти, но так как охрана уже была поблизости, мечнику ничего не оставалось, кроме как прорваться с боем и скрыться в канализации. Опустошенный, сильно потрепанный Гатс хотел лишь
одного в тот момент – увидеться со своим другом и доложить ему об успешном выполнении задания. Встреченная по пути Каска объяснила, что Гриффит сейчас на пышном мероприятии и искать его стоит там, а так как Гатсу и до этого было плевать на рамки приличия местных элит, он и сейчас решил отправиться туда, несмотря на свой внешний вид, просто чтобы поговорить со своим товарищем. Однако, когда Гатс отыскал Гриффита в компании принцессы Шарлотты, он вместо утешения получил лишь еще больший эмоциональный удар. Ведь ненароком, подслушав разговор принцессы и своего командира, он узнал, что вся банда Сокола, да и сам Гатс, для Гриффита не больше, чем актив для реализации его мечты, расходный материал. Ведь Гриффит считал, что друг не тот, кто следует за чужой мечтой, друг — это кто-то равный. Данный эпизод отлично показывает, кем Гриффит стал к этому моменту. Изначально смерть тех, кто боролся за его мечту, на самом деле сказывалась на нем. Он без стыда мог плакать над своим солдатом, павшим на поле боя, но со временем Гриффит стал более отстраненным. И здесь дело даже не в том, что он променял доспехи на пышные наряды, а свой меч на перо. Гриффит в стремлении осуществить свою мечту начал полагаться исключительно на холодную логику, подавив в себе сострадание. Поэтому, когда Гриффит услышал о смерти Юлиуса, его сына, он даже бровью не повел, ведь цель всегда оправдывает средства. Да, Гриффит все еще любил своих боевых товарищей и был готов пойти ради них на определенные жертвы, но все же со временем он пришел к простому осознанию, что они все под ним, и никто из них не соответствует его критериям настоящего друга. В то время как мир Гатса перевернулся из-за услышанного. И не только потому, что он узнал настоящее отношение Гриффита к отряду и к себе в частности. В годы своего становления Гатс был лишен истинной цели в жизни, ведь он просто старался выжить. С самых ранних лет он всегда искал одобрения от тех, кого он уважал, что говорило о его неуверенности. Но после вступления в отряд его неуверенность переросла в индивидуальность. Гатс в кои-то веки обрел крупицу счастья, будучи частью отряда. И в Гриффите он видел не просто сильного лидера, а именно друга. Но после услышанного в душе Гатса начало прорастать семя сомнения, и он впервые задался вопросом, а в чем заключается его собственная мечта? В скором времени предстояло очередное сражение. Так как генерал Юлиус был мертв, теперь отряд Сокола был основной ударной силой в королевстве Мидленд. Гриффит все больше сближался с королевской знатью, особенно с принцессой Шарлоттой. А Гатс все никак не мог выкинуть из головы слова, услышанные от своего друга. Соколам предстояло биться с рыцарями Синего Кита Тюдора под руководством туповатого и самоуверенного генерала Аддона. Все в отряде Сокола были готовы к предстоящему сражению. Все, кроме Каски, ведь у нее, как назло, были эти дни. Во время боя из-за этого Каска едва не погибла от рук Аддона, но ее вовремя спас Гатс. Мечнику не составило особого труда сбросить с коня заносчивого генерала. Однако вскоре Каске стало еще хуже, и вместе с Гатсом она сорвалась с обрыва в ледяную реку. К счастью, Гатс остался в сознании и сумел вытащить девушку на берег, после чего нашел укрытие от дождя. Полагая, что у Каски лихорадка, ему пришлось снять с нее промокшую одежду и согревать ее теплом своего тела в ожидании помощи и окончания непогоды. Но когда наступил рассвет и Каска наконец очнулась, она, поняв, что полностью голая, набросилась на Гатса, даже не пытаясь выслушать его аргументы о том, что он как бы ей спас жизнь. Что ему еще оставалось делать? Чертовая девчонка, именно из-за подобного женщины не созданы для сражений. И вот после этого Каску и прорвало, так как она не выбирала, кем ей родиться, позже, наконец, раскрыв причину своей многолетней неприязни к Гатсу. Родилась Каска в многодетной крестьянской семье. Деревня, в которой она жила, была маленькой и бедной, а земля неплодородной. Однажды, когда Каске было всего 12 лет, на ее пути встретился дворянин. Он проезжал мимо, когда девочка работала в поле. Мужчина предложил Каске работу служанки, а ее отец не стал отказывать, ведь данное предложение выглядело очень выгодным, так как их семья еле сводила концы с концами, а 12-летняя девочка не была предназначена для работы в поле. Однако уже по пути к замку наместник попытался изнасиловать Каску. И тут-то появился он, Гриффит. Он дал юной Каске меч и выбор – сражаться или умереть. И девочка свой выбор сделала, расправилась со своим обидчиком, после чего решила примкнуть к тогда еще только набирающей силе банде наемников. С тех пор жизнь Каски полностью изменилась. Она усердно тренировалась в сражении на мечах, чтобы стать достойным воином, ну и чтобы Гриффит обратил на нее внимание. Ведь для девушки он был как ангел, что изменил ее жизнь и дал надежду. Поэтому Каска с пониманием и
нежностью отнеслась к Гриффиту, даже когда узнала, что он спал за деньги с одним из богатых лордов, дабы содержать свой отряд. Так как все ведь ради мечты. Именно поэтому Каска так слепо верит в Гриффита и готова быть рядом с ним. Она просто хочет быть чем-то важным для него, полезной в конце концов. И она искренне верила, что ее мечта осуществится. Верила до тех пор, пока отряду не повстречался Гатс. Ведь Гриффит именно к Гатсу относился так, как не относился ни к кому другому из банды. Именно из этого Каска и недолюбливала Гатса, ведь она просто ему завидовала. Завидовала и злилась из-за того, что ради Гатса Гриффит готов был рискнуть своей жизнью, а сам Гатс словно так до сих пор и не понял, к каким последствиям это может привести. Почему? Почему он предпочел тебя? Почему? К сожалению, душевный диалог пришлось прервать из-за появившихся наемников Тюдора возле местоположения нашей парочки. Понимая, что вражеские силы скоро прибудут к этому месту, Гатс в свою очередь решил, что нужно уходить после захода солнца. Но, увы, тихо сбежать из леса не вышло, ведь наши герои были окружены сотней наемников от Дона. Последний, понимая, что просто так Гатс не отступит, выпустил на поле боя своего брата Самсона, надеясь, что он уж точно справится с мечником. Но хрен там плавал, Гатс сразил его за считанные секунды. Каска все еще чувствовала себя ужасно и не могла сражаться в полную силу, поэтому Гатс решил, что ей лучше покинуть поле боя. Не только из-за того, что она будет обузой в данной битве, но и потому, что у нее, в отличие от самого Гатса, была цель /мечта быть с Гриффитом. Каска нехотя согласилась покинуть сражение, пообещав, что вернется с подкреплением, а Гатс остался делать то, что умел лучше всего – махать своим мечом. И на самом деле эта культовая сцена сражения в лесу заслуживает того, чтобы вы посмотрели ее целиком. Но чтобы не растягивать хронометраж, я в материалах к данному ролику оставлю на нее ссылку. Приятного просмотра. Но культовая эта сцена не из-за зрелищности или чего-то другого. Здесь Гатс по-настоящему начинает задумываться о своем существовании. Что он здесь делает? Ради кого он сейчас сражается? И ради чего он вообще живет? В любом случае, пока Гатс, терпя боль, вырезал наемников Тюдора целыми пачками, Каска встретила своих боевых товарищей. Все сразу же ломанулись спасать Гатса, но прибыв на место, никакой битвы уже не было. Лишь не меньше сотни мертвых наемников, валяющихся на траве, и еле живой Гатс. Он выстоял. Но пока все остальные воспевали хвалебные оды своему капитану, так как он на секундочку единолично расправился с целой сотней, для него самого победа ощущалась скорее как поражение, ведь вся эта сотня трупов, ради чего? Ради мечты, которой у него даже нет? В любом случае, после того, как Гатс был найден и доставлен в лагерь отряда, между ним и Каской произошел первый адекватный и спокойный диалог. До битвы в лесу они в лучшем случае друг друга недолюбливали, но после того, через что им пришлось пройти, парочка невольно сблизилась. Каска больше не считала, что Гатс живет только ради себя, а Гатс теперь понимал, почему девушка его презирала. Но на самом деле важно здесь лишь то, что слова Гриффита все еще не выходили у Гатса из головы. И здесь-то наш мечник и понял, что больше не хочет реализовывать чужие мечты. Ему нужно найти свой собственный путь. У Гриффита, Каски, да и у всех остальных из отряда есть что-то, ради чего стоит сражаться, та самая мечта. А что есть у Гатса? Он всю жизнь бился ради кого-то, возможно, пришло время идти дальше. Каску очень удивила и одновременно с этим расстроила данная новость, но Гатс утешил ее, сообщив, что в любом случае пройдет весь этот путь с бандой до конца и не бросит их, когда он им так нужен. И поверьте мне, помощь Гатса ой как пригодилась, ведь в скором времени отряду Сокола было поручено захватить крепость Долдрей, которую за 100 лет так и не удалось никому взять. Это была очень важная битва, так как она могла переломить ход войны в сторону Мидленда и закончить столетнюю войну. Многие из генералов считали полным абсурдом тот факт, что лишь один отряд Сокола, состоящий из 5000 воинов, сможет противостоять 30-тысячной армии Тюдора. Но чего генералы не знали, так это того, что у Гриффита, как и обычно, был план. Дело в том, что руководил Долдреем губернатор Генон, являющийся педофилом. Именно с Геноном Гриффит спал за деньги, дабы прокормить свою банду в прошлом. И если для самого Гриффита эта мерзкая связь была лишь маленькой ступенькой в реализации своих планов, то для самого губернатора это было что-то большее. И именно этим и решил воспользоваться Гриффит. Уже во время сражения за крепость, Генон, опасаясь, что Гриффита могут убить на поле боя, решил вывести все свои войска из замка и взять их под свое командование, пообещав тому, кто приведет Гриффита живым, любую награду, из-за чего небольшой отряд
отряд, возглавляемый Каской, смог легко проникнуть в замок и захватить его. А когда Гатс в тяжелом бою обезглавил вражеского генерала Баскона, войска Тюдора были в растерянности, ведь Баскон был мертв, а над замком уже висели знамена соколов. Потеряв и своего генерала, и замок, оставшиеся силы Тюдора просто разбежались, а соколы снова сделали невозможное возможным, захватив крепость, которая не давалась никакой другой армии уже более 100 лет. Соколы вернулись в столицу Мидленда с невероятным триумфом. Теперь они уже были не обычными наемниками, а благородными спасителями, которые остановили войну и принесли мир этим землям. И этот эпизод, как по мне, один из самых теплых за весь первый сезон. При просмотре в этот момент ты буквально испытываешь чувство радости и гордости за этих ребят. Радость Джуда и Рикерта, ликующие возгласы толпы, смущение Каски. Ты словно проживаешь вместе с ними эти эмоции. А когда кто-то из толпы кричит: «Смотрите, смотрите, это же командир ударного отряда Гатс, самый сильный среди соколов», чувство гордости умножается в несколько раз. Потому что для тебя это уже не просто нарисованные персонажи, за отношениями которых банально интересно наблюдать. К этому моменту ты чувствуешь их, что ни на есть, близкими людьми. Они столько старались ради этого момента, они через столько прошли, столько крови пролили. Вот, еще чуть-чуть и будет самый настоящий хэппи-энд. Но, к сожалению, легкая эйфория обрывается сразу же, как только ты видишь лицо Гатса. Потому что сразу становится ясно, что скоро этой сказке придет конец. Ведь наш мечник уже все для себя решил. В честь скорого окончания войны закатили пышный бал, где всем командирам отряда был присвоен титул дворянина. Гриффит был назначен генералом, а отряд Сокола теперь был провозглашен первой армией Белых Фениксов. Гатс, несмотря на свое отвращение к аристократии, также пришел на бал, чтобы самолично увидеть кульминацию достижений своего отряда. Ну и чтобы помочь Гриффиту избавиться от его оставшихся врагов в королевстве. Соколы наконец добились своего. Они получили признание, славу и место при дворе, а Гриффит был всего лишь в шаге от своей столь желанной мечты. Даже Каска в тот вечер казалась счастливой и беззаботной, смирившись с тем, что пусть она и не может быть женщиной Гриффита, то может быть хотя бы его мечом. Именно поэтому месяц спустя Гатс, понимая, что оказал огромную помощь соколам и что он не в силах больше цепляться за мечту своего друга, все же решился уйти из отряда. Правда, когда он уже покидал королевство, на его пути встали его теперь уже бывшие товарищи. Они уговаривали его остаться, ведь соколы наконец чего-то добились за эти годы. Теперь они чего-то стоят, и вся их пролитая кровь была не напрасна. Но Гатс все равно твердо стоял на своем, ведь дело было не в простой обиде или даже зависти. Гатс просто пришел к тому, к чему рано или поздно приходит любой мужчина. Проверить себя, доказать, что ты чего-то стоишь, начать все с чистого листа, добиться чего-то в конце концов, стать с Гриффитом наравне. Но и последний не собирался просто так отпускать своего лучшего воина. Удостоверившись, что Гатс настроен серьезно, Белый Сокол достал свой меч и потребовал, чтобы Гатс сразился за свою свободу, как он это сделал 3 года назад. Мечник, конечно, отказывать не стал, но проблема была в том, что за эти годы, пока Гриффит разъезжал по балам и кадрил принцесс, Гатс не переставал тренироваться и оттачивать свое мастерство, что, в общем-то, и позволило ему одним ударом одолеть своего теперь уже бывшего командира в дуэли, сломав его клинок. Ну а после, продолжив свой путь, словно ничего не произошло. Каска, которая за последнее время немного пересмотрела свое отношение к Гатсу, металась словно между двух огней, но все же решила остаться с Гриффитом, в то время как Гатс даже не обернулся. Ведь он не переживал за чувства своего бывшего командира, так как был уверен, что для такого великого человека данный инцидент — это как споткнуться об камень, и не более. Такая мелочь никак не повлияет на Белого Сокола. Но как же Гатс ошибался. В любом случае, мечник впервые за 3 года теперь был предоставлен сам себе. Во время привала у костра его, как и любого другого человека, оказавшегося бы на его месте, терзали мысли о правильности сделанного выбора. Что если он в очередной раз просто пытается избавиться от чего-то, чего у него никогда больше не будет? Что если он отпустил синицу в руке ради призрачного журавля в небе? Ведь большинство людей спокойно себе живут, даже без какой-то большой мечты, и ничего. И только Гатс прогнал эти мысли, приняв, что все теперь в прошлом, как словно из ниоткуда появился он. Персонаж, чья история окутана мраком и таинственностью. Рыцарь Череп.
Этому существу около 1000 лет. Череп обладает странной осведомленностью о событиях, что происходили и происходят в мире. Его прошлое окутано тайной, но считается, что раньше он был известен как император Гейзерих, на чьих землях сейчас, в общем-то, и стоит нынешний Мидленд. Легенды гласят, что Гейзерих заточил некого мудреца в башню осуждения, а тот даже под пытками не прекращал призывать бога, дабы покарать Гейзериха, что в принципе и произошло, но явился не бог, а его так называемые ангелы, которые, в общем-то, и разрушили королевство императора. И пусть пока неизвестны все мотивы рыцаря, но именно в тот вечер он пришел к Гатсу лишь для того, чтобы предостеречь молодого мечника о том, что через год случится ужасное событие, известное как затмение, а сам Гатс и все его товарищи будут унесены потоком безумия и смерти. Именно поэтому Гатсу будет необходимо сражаться и не отступать, несмотря на, казалось бы, неминуемую гибель. После данного предупреждения череп исчез, оставив мечника в растерянности. Что этот рыцарь имел в виду? О чем он говорил? К сожалению, Гатс узнает об этом совсем скоро. Но в это же время лидер Соколов, к большому удивлению, был раздавлен. Ведь Гриффит не просто чувствовал себя разбитым и побежденным. Его мир в момент поражения от Гатса пошатнулся, так как впервые за долгие годы что-то пошло не так, как Гриффит того хотел. Ощущение контроля всего и вся покинуло его, а эго было задето. Гриффиту в тот момент было жизненно необходимо почувствовать, что он еще чего-то стоил, что он все еще мог контролировать ситуацию. Но его раздавленная гордость лишила его трезвости ума, из-за чего он оступился. В первую же ночь после ухода Гатса Гриффит соблазнил принцессу Шарлотту, чтобы самоутвердиться и смыть чувство неуверенности. Однако даже в процессе соития Гриффит то и дело вспоминал Гатса. Настолько сильно мечник растоптал эго некогда расчетливого и хладнокровного Гриффита. И в этом всем я вижу лишь иронию, ведь пока Гатс все еще восхищался мечтой Гриффита, последний в этот момент вытирал об нее ноги, буквально перечеркивая все свои достижения и заслуги. Ведь парочку в момент страсти застукала служанка, а после доложила о случившемся королю. Король же, который любил свою дочь больше всего на свете, считая ее чем-то единственным светлым в своей жизни, пришел в бешенство. И дело даже не в том, что запятнали честь принцессы. Нет. Просто король любил свою дочь по-особенному. Он желал ее как девушку. Поэтому-то, когда он узнал, что Гриффит переспал с Шарлоттой, уважение, что король когда-то испытывал к рыцарю, сменилось на презрение и ненависть, из-за чего Гриффит был лишен всех званий и почестей, а позже был отправлен в темницу, где его подвергали ежедневным и ужасным пыткам. И в этот момент мечта Гриффита действительно рухнула. Даже багровый Бихелит, казалось бы, покинул своего хозяина, а отряд теперь остался без своего лидера. С внезапным исчезновением Гриффита Каска была вынуждена взять на себя руководство отрядом, так как Соколы теперь были объявлены преступниками. Армия Мидленда атаковала вчерашних спасителей королевства, а тем, кто выжил, теперь приходилось бесконечно скрываться. Из-за слабости Гриффита отряд откатился даже не в самое начало своего пути. Соколы были на самом дне, разбитые, слабые, преследуемые армией Мидленда и не понимающие, что им делать дальше. В то время как Гатс даже представить не мог, что произошло с его бывшими товарищами. Ведь на протяжении следующего года в поисках смысла жизни он тренировался в горах, проживая у кузнеца по имени Года и его приемной дочери Эрике. За это время Гатс много рассуждал о своем дальнейшем пути и о своей мечте, и он пришел к очень простому выводу. Он умеет только сражаться. То есть, он чувак, который просто машет мечом. Но теперь Гатс был намерен сражаться в первую очередь ради самого себя и ради своих собственных желаний. Не потому, что ему кто-то приказал, а просто потому, что он сам так захотел. Множество споров ходит про этот момент среди фанатов Берсерка, но я, как и большинство, все же считаю, что Гатс просто решил быть свободным. Гатс принял тот факт, что его меч не просто железяка, это продолжение его самого. Именно поэтому спустя год своих вот таких вот рассуждений Гатс решил двигаться дальше, чтобы еще лучше отточить свои навыки, сражаясь с более сильными противниками. Так, на одном из турниров, организованном местным дворянином, Гатс сразился с воином из Кушанской империи, государства, расположенного ближе к востоку от Мидленда. Гатс без особых проблем одолел своего противника, чем вызвал интерес у организатора турнира. Последний хотел нанять мечника в качестве солдата, так как дворянин собирался устроить охоту на неких разбойников, которых преследует армия короля. И Гатс поначалу даже не придал этому значения, но когда он понял, что речь шла о его бывшем отряде, был растерян и крайне удивлен, поэтому без раздумий сразу же бросился на помощь к своим пусть и бывшим, но все же друзьям. Такая помощь была как нельзя кстати, ведь Соколы весь год-то и дело, что прятались по лесам, гонимые местными лордами и армией Мидленда. Некогда великий отряд теперь
теперь больше напоминал шайку уставших разбойников, а о былом величии и речи не шло. Каска все еще возглавляла отряд, и по сути все держалось только на ней, но даже она уже была на пределе, ведь она так же, как и все, устала жить в бегах. Однако и отступать никто не собирался, ведь благодаря разведчикам отряда удалось узнать, где держали Гриффита. По большому счету, соколам терять уже было нечего, а надежда на то, что вернется Гриффит и все будет как прежде, всех очень сильно воодушевляла и внушала банальную надежду на будущее. Новости о Гриффите на самом деле были первыми хорошими новостями за последнее время, из-за чего Каска даже позволила себе немного поспать. Но именно в этот момент на соколов и напали наемники. Враги атаковали неожиданно, что дало им преимущество, и некогда легендарный отряд теперь был в 5 минутах от забвения, если бы не вовремя появившийся Гатс. Боевые навыки мечника были как нельзя кстати, да и в целом его появление воодушевило потрепанный отряд, из-за чего наемники местного лорда совсем скоро бросились в бегство. Наши победили, и лишь Каска, как обычно, была словно чем-то недовольна. Гатсу сообщили обо всем, что произошло за последний год. Про бегство отряда, заточение Гриффита и о плане по его освобождению. Ну а позже выяснилась и причина недовольства Каски. Она винила Гатса во всем случившемся, ведь именно его решение уйти год назад сломило Гриффита и навлекло на всех беду. Конечно, на самом деле Каска так не считала, в чем позже и призналась. Просто к этому моменту она была эмоционально истощена, из-за чего даже попыталась покончить с собой. В общем, типичная женщина, скажете вы, и будете правы, но на самом деле все немного глубже, ведь на ее плечи в одночасье упало тяжелое бремя ответственности за весь отряд. Ей было банально легче справиться со всем этим происходящим пиздецом, перекладывая ответственность на кого-то другого. Гатса. Но вот он перед ней, и врать самой себе уже тоже не имело смысла. Врать по поводу всего происходящего и своих чувств. Все эти годы она хотела быть, если не женщиной Гриффита, то хотя бы его мечом. Но когда ушел Гатс, она на удивление для самой себя поняла, что с Гриффитом ей рядом места тоже больше не было. Словно Гатс забрал и ее мечту в то утро. Да, она по-прежнему в глубине души все еще считала его придурком, но по какой-то причине она не могла отвести от него взгляд, когда он уходил. Каска задумалась, что, возможно, именно с этим человеком она сможет стать другой, ведь в то время как Гриффит даже не обращал на нее внимания, Гатс ради нее рисковал своей жизнью, и, может быть, и в его сердце найдется место для нее. Возможно, Каска ненавидела себя за эти мысли, но вновь увидев Гатса, она впервые за долгое время почувствовала что-то, кроме постоянной боли и отчаяния. В общем, после любовной сцены в этот раз Гатсу наконец дошло, и он предложил Каске пойти с ним, после того, как он, разумеется, поможет ей освободить Гриффита и поднять соколов на ноги. Каска в целом была не против, и буквально через 3 дня оставшиеся воины отряда, способные держать меч при поддержке принцессы Шарлотты, отправились вызволять своего лидера, в то время как раненые и измотанные соколы оставались в лагере, чтобы залечить свои раны и дождаться остальных. Но параллельно с операцией по освобождению Гриффита начали происходить странные события, которые на тот момент объяснить никто не мог. По всему континенту начали передвигаться апостолы в своей демонической форме, и, что самое странное, все они словно стягивались в одно место, параллельно пожирая всех, кто попадался им на пути. Так, когда юный парень из соколов по имени Рикерт набирал воду для раненых в отряде, он заметил странную светящуюся фигуру, направляющуюся в сторону лагеря. Когда же пацан вернулся, он с ужасом обнаружил, что лагерь был атакован. Почти все его жители были убиты, а после съедены апостолами. Такая же судьба ждала и самого Рикерта, если бы не вмешался уже знакомый нам рыцарь Череп. Последний спас пацана одним лишь фактом своего появления, появившись словно из ниоткуда. После чего апостолы резко продолжили свой путь, а бедный пацан просто пытался осмыслить произошедшее и не сойти с ума. В то время как Гатс вместе со своими товарищами понятия не имел, что случилось с ранеными из их отряда. Согласно плану, они пробирались к башне, где содержался Гриффит, и, спустившись в самый ее низ, пришли в ужас от увиденного. Искалеченный, ободранный и невероятно худой сокол, словно это был не он, а лишь оболочка его прежнего «я». От былого величия не осталось и следа. Из-за перерезанных сухожилий он был не способен ни держать меч, ни даже стоять на ногах, а из-за вырванного языка он мог издавать лишь глухие звуки. Гатс, увидев своего друга в таком состоянии, не мог сдержать слез, в то время как истерзанный пытками разум Гриффита все еще винил Гатса во всем, что произошло с ним. По этой причине первое, что сделал Гриффит, когда увидел Гатса, попытался его придушить своей слабой рукой, в то время как сам Гатс даже не придал этому большому значения. Я не знаю, испытывал ли Гатс чувство вины за то, что случилось с его другом, но я думаю, что это не важно, ведь Гриффит ненавидел Гатса за их обоих.
И вся эта ненависть бывшего лидера Соколов, по сути, тоже очень иронична. Ведь если так рассудить, Гриффит не сошел с ума в темнице только из-за мыслей о своей мечте и о Гатсе. В любом случае, всем нужно было выбираться из башни. Гатс сначала убил того, кто весь год издевался над Гриффитом, а после, словно берсерк, начал нарезать всю местную стражу с невероятной жестокостью, тем самым давая возможность своим товарищам унести своего лидера. Побег из замка было тяжким испытанием для всех. Король, взбешенный тем фактом, что Гриффит снова на свободе, приказал своему элитному отряду нагнать спасителей Сокола, из-за чего несколько раз наши герои были буквально в шаге от смерти. Но пусть и не без высших сил, отряду все же удалось оторваться от преследования и укрыться недалеко от леса, имея возможность немного отдохнуть и обдумать план своих дальнейших действий. К сожалению, скрыть того факта, что из Гриффита больше никогда не получится полководца, от остальных членов отряда не удалось. Теперь все знали, что их лидер просто беспомощный инвалид, не способный самостоятельно о себе позаботиться. Для всех членов отряда это был словно удар под дых, так как все без исключения до последнего верили, что все будет как раньше, что они еще повоюют. Но разбившись о скалы реальности, многие из отряда теперь умоляли Гатса взять их с собой. Им было плевать, что Гатса не было целый год, для них он все еще был их капитаном и, возможно, последней надеждой, в то время как сам Гатс только в тот момент осознал простую истину, что он был слишком глуп и упрям все это время. Ведь то, чего он так хотел, всегда было рядом. Близкие люди, за которых стоит сражаться. Но, как ни странно, самый сильный эмоциональный удар из-за случившегося с Гриффитом получила Каска. Ведь она чувствовала перед ним вину, так как он спас ее от насильника много лет назад. А она мало того, что совершенно ничем не могла ему помочь в данной ситуации, так еще и чувствовала себя предательницей из-за того, что решила уйти с Гатсом. Именно по этой причине девушка сообщила последнему, что она не может, просто не может пойти с ним. Она не в силах бросить Гриффита, когда она ему так нужна. Но, к сожалению, Каски и Гатса, Гриффит услышал их разговор, и сама мысль о том, что теперь он зависел от них, а не они от него, его ужасала. Ведь у него было столько амбиций, у него все получалось, он почти дошел до той самой заветной мечты. А теперь те, кто когда-то были под ним, пусть и неосознанно, но все же смотрели на него сверху вниз. Я не уверен, осознавал в тот момент Гриффит или нет, но он завидовал Гатсу. Гатс стал свободным, тем, кем хотел стать. Он обрел силу и смог добиться сердца Каски. Не потому, что такова была его судьба, а скорее наоборот. А теперь, даже сама мысль о том, что Гатс, который, по мнению Гриффита, и был причиной всех его бед, является источником его жизни, была невыносима. Ведь Гатс, среди десятков тысяч других людей, единственный, кто смог заставить Гриффита забыть о своей мечте. Во время разговора между Гатсом и Каской Гриффит видит видение. Введенный в заблуждение этим видением своего прежнего эго, Гриффит собирается силами и разгоняет оставленную без присмотра повозку в погоне за замком своей мечты. Карета налетает на камень, Гриффит оказывается на берегу небольшого озера. Лишенный всего, что ему было дорого, принявший свою никчемность и беспомощность, он пытается пронзить свою шею острым торчащим корнем дерева, но наносит себе лишь незначительную царапину. Глядя в воду после неудачной попытки суицида, на его лице появляется удивление. К руке прибился его потерянный год назад бихелит. Оставшийся отряд Сокола нагоняет Гриффита на лошадях. Королевское яйцо наконец показывает себя в действии, и начинает происходить то, о чем предупреждал Зод и Череп. Затмение. А теперь давайте по порядку. Бихелиты в мире Берсерка — это артефакт, который вершит судьбы людей. Созданный богом или же самой бездной, определенный бихелит принадлежит конкретному владельцу, тем самым предопределяя его судьбу. Истинная цель, ради которой существуют бихелиты — открытие промежутка, пространства, где астральный и материальный мир смешиваются, предоставляя возможность для его владельца встретиться с так называемой дланью Господа и стать апостолом. Да, именно вот эта вот маленькая хрень ответственна за появление всех апостолов в мире Берсерка. Когда носитель камня находится в невероятно глубоком отчаянии или на грани смерти, активируется его бихелит. Человек предстает перед дланью Господа, где ему дается выбор – оставить все как есть или принести великую жертву в обмен на великую силу. Как правило, требуемая жертва всегда является чем-то, что определяет человечность просящего, ведь отказ от нее будет сродни отказу от части своей души. Отказ от семьи, любимого человека или друга. В общем, отдаешь все и становишься апостолом. Но по сути апостолы в астральном мире находятся чуть ли не в самом низу местной пищевой цепи, ведь на самом верху, перед самим Богом, стоят члены
стоят члены уже не раз мною упомянутой длани Господа, прямые слуги Бога, идеи зла. Все члены длани Господа тоже когда-то были людьми, носившие бихелит, но не обычные, как в случае с апостолами, а багровый или же королевский. Багровый бихелит дарует не просто силу. Раз в 216 лет во время затмения владелец данного бихелита, принеся огромную жертву, определяющую его человечность, получает возможность стать членом Божьей длани, существом неимоверной силы, которых обычные апостолы боготворят и, по сути, являются их слугами на земле. Длань Господа испокон веков направляла человеческую историю и играла судьбами людей, а люди, в свою очередь, им поклонялись как ангелам или языческим богам в разные эпохи. Именно эти товарищи когда-то уничтожили всю империю рыцаря черепа. И вот сам ритуал перевоплощения избранного человека в члена длани воистину ужасен. Избранный судьбой, больше не цепляющийся за свою жизнь человек, во время затмения, благодаря бихелиту, переносит себя и свое будущее подношение в промежуток, измерения на стыке физического и астрального мира. А так как обычно великая жертва избранного, эта большая группа людей, заблаговременно в эту же точку со всего континента стягиваются апостолы в предвкушении великого пира. И здесь-то и происходит лютая жесть. Избранный, отрекая все человеческое, приносит в жертву самое дорогое, что у него есть. Его подношение клеймится меткой, означающей, что носитель этой самой метки теперь до последней капли крови принадлежит апостолам. Все жертвы съедаются, а будущий член длани начинает свое перерождение. И, я думаю, вы уже поняли, к чему все идет. Гриффит и Сокол оказываются в промежутке с сотней апостолов, предвкушающих свежее мясо. Многие в отряде, не понимающие, что происходит, предполагают, что они либо спят, либо уже мертвы, а в скором времени появляются и члены длани Господа, приветствуя всех на этом великом пиршестве и раскрывая цель затмения. Гриффит был избран, чтобы стать одним из длани. Ему всего лишь нужно пожертвовать своим отрядом для того, чтобы возвыситься. Необходимо принести великую жертву. Апостолы объяснили, что как только Гриффит завладел бихелитом, у него появились необходимые качества, чтобы стать демоном. Хотя даже не так. Бихелит попал в руки к Соколу, потому что он уже обладал необходимыми качествами. И то, что Гриффит смог его активировать, лишь тому доказательство. Гадс не хотел верить услышанному, верить в то, что его друг может стать одной из этих тварей, тем более такой ценой. Однако вскоре все встало на свои места. Из земли появился огромный алтарь, на котором Гриффит должен был сделать свой выбор, а после переродиться. Гадс, все еще отрицающий все услышанное, вопреки всему был готов бороться за своего друга, в то время как сам Гриффит отказался от его помощи. Словно в тот миг он задушил в себе последнее человеческое, что в нем осталось. Оказавшись на вершине алтаря, Гриффиту, как и было обещано, дали выбор – возвыситься или потерять все. Однако Сокол уже давно свой выбор сделал, задолго до всех этих событий. Ведь для Гриффита в этой жизни была важна лишь мечта, ради которой он был готов пойти на что угодно, так как он уже не раз приносил своих товарищей в своего рода жертву, выкладывая их трупами дорогу к своему воздушному замку. Просто именно в тот момент он наконец осознал последствия своих амбиций и принял их. Именно в тот момент он понял, что его товарищи были для него лишь ступеньками, которые нужно было переступить. В конечном счете Гриффит принял свое истинное «я» и сказал «жертвую», обрекая всех своих товарищей на неминуемую гибель. Началось то самое пиршество. Все соколы были заклеймены меткой жертвы, означающей, что теперь их плоть и кровь принадлежат апостолам. Последние, в свою очередь, приняли свою истинную форму и начали пожирать всех подряд. Кто-то из соколов погиб сразу же, кто-то пытался дать отпор, а кто-то надеялся сбежать из этого проклятого места. Но почти у всех итог был один – неминуемая смерть, как и было предопределено судьбой. Правда, кое-кто не собирался сдаваться. Тот, кто всю жизнь против судьбы и шел – Гадс. Он, словно загнанный зверь, сражался с целым полчищем апостолов, уничтожая их всеми доступными способами. А заметив все еще живую каску, его ярость по отношению к демонам лишь усилилась. Однако все же Гадс был обычным человеком. Совсем скоро он оказался в тисках одного из апостолов. Не в силах что-либо предпринять, он лишь наблюдал, как его возлюбленную вот-вот разорвут на куски. Однако именно в этот момент пятый член длани Господа наконец закончил свое перерождение, а апостолы замерли, почувствовав рождение своего божества. Гриффит предстал в образе темного сокола, теперь известного как Фемта. В своем сознании он гипертрофировал эгоистическую часть своей личности, в то же время сохранив свои воспоминания, амбиции и эго. В какой-то степени можно сказать, что Гриффит не перерождался вовсе. Он просто стал тем, кем всегда и являлся, существом, желающим огромной власти. Но несмотря на свой божественный статус, Гриффит все
все еще хотел доминировать над Гатсом, хотел смотреть на него свысока, унизить в конце концов. Поэтому он не стал убивать своего бывшего друга. Вместо этого Гриффит начал насиловать Каску прямо у Гатса на глазах, буквально уничтожая то немногое, что у мечника осталось. Но и Гатс не собирался мириться с происходящим. В отчаянной попытке убить Фемта и спасти любимую, мечнику пришлось отрубить себе часть руки, пусть это и не принесло результатов, так как Гатс почти сразу же был схвачен апостолами, а после лишен еще и правого глаза. Искалеченный, переполненный яростью и горем Гатс, невольно наблюдающий, как его единственного близкого человека насилует бывший товарищ, был обречен умереть в муках, переполненный чувством ненависти и горя. Однако вскоре произошло то, что даже апостолов заставило удивиться. Появился рыцарь-череп. Таинственный всадник, пробившись сквозь барьер на пиршество, сразу же накинулся на одного из длани, Войда, словно у черепа были к нему свои личные счеты. Однако, не добившись результата, рыцарь моментально переключился на Гатса и Каску. По пути к парочке череп уничтожил с десяток апостолов одним взмахом своего меча, параллельно уклоняясь от атак Фемта. Череп не был всемогущ, определенно он сильно рисковал, изменяя течение судьбы, однако само присутствие рыцаря взбудоражило и восхитило членов длани, ведь в такой знаменательный день произошло что-то, чего не должно было происходить. Рыцарь подхватил Гатса одной рукой, Каску другой. Кровь мечника капала на доспехи черепа, оставляя дымящиеся следы. И пусть неясно, для каких целей череп решил спасти наших героев, я думаю, это не важно, ведь самое важное здесь то, что в конечном счете рыцарь справился со своей задачей. Он вытащил Каску и Гатса из того ада. Спустя 4 дня Гатс наконец очнулся. На удивление для себя он обнаружил, что находился в пещере у кузнеца Года в присутствии Рикерта. Пацан сразу же объяснил, что это тот странный рыцарь их приволок сюда, после чего находящийся в неведении случившемся Рикерт сам начал интересоваться о том, что произошло, где остальные. Гатс, с трудом вспомнив прошлое событие, сразу же пришел в себя и начал расспрашивать пацана о том, где сейчас Каска. И Каска, на удивление, была рядом, но она уже была совсем другой. После того, как она очнулась, выяснилось, что из-за психологической и, по-видимому, физической травмы, которую она получила во время пиршества, она подавила в себе свои прежние воспоминания и способности, теперь являясь лишь детской оболочкой своего прежнего «я». Простыми словами, Каска сошла с ума. А усугубляло ситуацию еще и то, что теперь девушка не могла спокойно смотреть на Гатса. При виде мечника у нее начиналась паника, судя по всему, вызванная тем, что вид Гатса где-то на подсознательном уровне напоминал ей о том страшном дне. Сложно представить, какие чувства тогда испытывал Гатс. Неудивительно, что в тот момент он просто поднялся из пещеры и бросился бежать, что есть сил. И пусть этот момент есть лишь в манге и полнометражке, в отличие от аниме 97 года, это один из самых грустных и запоминающихся эпизодов. Искалеченный и разбитый, практически все потерявший Гатс бежит через лес, прокручивая воспоминания о том, чего уже нет и никогда не будет. Друзей, первые шаги в отряде, празднование побед. Словно Гатс бежал не куда-то, словно он бежал от своих чувств, что в тот момент пожирали его. И я очень люблю этот эпизод, потому что он на самом деле может вызвать в тебе что-то настоящее и искреннее, поэтому крайне рекомендую. И все же Гатс не сбавлял темп до самой ночи, пока не добежал до залитой лунным светом долины и не столкнулся со своей новой реальностью. После затмения Гатс теперь по сути находился в промежутке между двумя мирами, а вся потусторонняя шелупонь теперь притягивалась к нему, ведь он носил клеймо жертвы, а значит вся его плоть и кровь принадлежала им. Прибывший рыцарь-череп обрисовал всю ситуацию Гатсу, введя его в курс дела. Но Гатс просто не мог смириться с тем, что он обречен, ведь во всем этом он видел не великий божий промысел, а обычную очередную войну, которая рано или поздно закончится. Но на этом плохие новости для героя не закончились, ведь вскоре у Каски случился выкидыш. Дело в том, что во время затмения Каска уже была беременна от Гатса, а Фемта по сути проклял их ребенка своим вмешательством, и из-за этого младенец имел демоническую форму. И пусть Каска все равно защищала своего ребенка, он был больше демоном, чем человеком. Поэтому, подобно любому злому духу, с первыми лучами солнца он исчез на рассвете, отправившись в мир мертвых, оставив Каску с разбитым сердцем. Но, уверяю, этот ребенок еще сыграет свою роль, и, поверьте мне, очень важную. В любом случае, спустя месяц проживания у кузнеца, Гатс даже не думал отпускать ситуацию. Не в силах забыть того, что произошло во время затмения, мечник решил начать свою собственную войну против апостолов и Гриффита, поклявшись всех их перерезать. А так как земли, где жил кузнец, раньше населяли эльфы, эта область обладала своеобразной защитой от злых духов, и здесь Каска под присмотром Рикерта была в безопасности.
И, к слову, о Рикерте. Пацан, на удивление для всех, обладал талантом в конструкторском ремесле и буквально из всякого хлама сделал для Гатса металлический протез со встроенным арбалетом и мини-пушкой, что должно было помочь в дальнейшем путешествии мечника. Да и кузнец года подогнал Гатсу новый меч, который, к слову, почти сразу получилось опробовать, ведь клеймо Гатса начало кровоточить перед его уходом, а это означало одно – враги рядом, которые на клеймо стягивались как мухи на говно. Гатс вступил в бой с монстром, коим оказался рядом бродивший апостол, и, увы, новый клинок не прошел стресс-тест. Однако здесь пригодился легендарный убийца драконов. Огромный меч, выкованный года очень давно и пылящийся многие годы на складе. Кузнец не мог представить, что человек способен такую громадину поднять, не то чтобы сражаться. Но Гатс сразу же влюбился в этот кусок железа и, в общем-то, с помощью своего нового орудия мести буквально располовинил апостола. Перед уходом Гатса Рикерт, которому так никто ничего и не объяснил, просил Гатса остаться с ним и Каской, так как, возможно, уже не было смысла мстить за мертвых. Банды Сокола-то больше нет, но Гатс лишь ответил, что пока они живы, соколы будут существовать. После чего он отправился в путь, ведомый не только жаждой мести, но и неутолимой яростью, которая пылала в его душе, давая ему силы двигаться вперед. Эта ярость была не просто разрушительной, она стала его стержнем, ведь по сути Гатс решил объявить войну всем апостолам и членам Божьей длани. И вот, пока Гатс выискивал и уничтожал демонические отродья по всему континенту, в игру вступила еще одна сторона – Орден Святого Престола, как вы помните, религиозная и деспотичная организация. Дело в том, что в Священном Писании Святого Престола, написанном много веков назад, было пророчество о смерти Солнца, предвещающем явление Сокола Тьмы, который, в свою очередь, приведет мир в эпоху тьмы. А так как после затмения взошло мертвое Солнце, которое было видно отовсюду, Престол и нашел это место, тем самым подтвердив правдивость великого пророчества. И пусть пока Престол не сильно фигурирует в данном рассказе, свою роль он определенно сыграет. И, кстати, одна из популярных фанатских теория вообще гласит, что весь Святой Престол и его учения были заблаговременно созданы дланью Господа задолго до рождения наших главных героев. Чтобы подготовить мир к приходу Гриффита как Мессии. И, в принципе, в этом есть смысл, учитывая, каким методом иногда прибегала организация. Однако подтверждения всему мною ранее сказанному ни у кого нет. Просто забавная теория. Тем временем Гатс, как того и желал, начал вести свою собственную войну против демонического рода, прославившись в охоте за апостолами как Черный Мечник. Ровно так же, как и отряд Сокола после предательства Гриффита откатился на самое дно, так же и Гатс после затмения вернулся, скажем так, к истокам. Безразличный к страданиям других, эгоистичный социопат-одиночка, вынужденный передвигаться только по ночам из-за клейма, Гатс сторонился людей, так как в глубине души он просто боялся возникновения новых эмоциональных привязанностей, подобные тем, которые он потерял во время затмения. Теперь Гатс жил лишь одной местью. Так, в своих странствиях наш герой добрался до города Кока, которым управлял один из апостолов, барон Змей, вместе со своими бандитами. Поселение было в плачевном состоянии, народ был запуган, люди барона позволяли себе все, что хотели, а со всей округи забирали женщин и детей, дабы барон мог ими полакомиться. Проникнув внутрь города, Гатс сразу же заявил о себе, убив подданных барона, оставив в живых лишь одну жертву, дабы передать весть о своем прибытии непосредственно самому апостолу. Но на самом деле интересно здесь лишь то, что своим появлением Гатс непреднамеренно освободил эльфа по имени Пак, который, несмотря на свою раздражающую натуру, впоследствии оказался очень полезным, ведь совсем скоро Гатса из-за его неосторожности пленили и бросили в темницу, и именно Пак в благодарность за свое освобождение подлечил мечника и помог ему сбежать, что было как нельзя кстати, ведь барон Змей, получив известие о прибытии Черного Мечника, возбудился до такой степени, что решил утолить свои апостольские гедонистические желания, подавляемые уже очень давно. А если точнее, барон просто начал сжигать город, оставляя кучу трупов на своем пути. Но в скором времени на этом, в кавычках, торжестве появился и Гатс. Сначала своим огромным мечом он раскидал разбойников барона, после чего бросил вызов непосредственно самому инициатору этой бойни. Честно сказать, Гатсу пришлось несладко, он словил пару десятков ударов, которые обычный человек не пережил бы. Однако, как вскоре выяснится, все это было отвлекающим маневром, ведь когда апостол, уверенный в своем превосходстве, потерял бдительность, Гатс выстрелил барону из
из своей руки пушки прямо в лицо, после чего располовинил его своим огромным мечом. Апостол умолял мечника о пощаде, однако Гатсу было плевать, он упивался мучениями чудовища, и определенно ему нравилось смотреть, как один из тех, кто убил всех его друзей, сам умирает в муках. Раньше Гатс убивал за деньги, после за идею, теперь же он это делал ради мертвых, словно каждый удар его меча или выстрела из арбалета был похоронным звоном по тем, кого он не смог спасти. В любом случае, после того, как Гатс закончил свои дела в поселении барона Змея, он, как ни в чем не бывало, отправился дальше и совсем скоро прибыл уже в другой городок, где также засел очередной апостол, похожий на Стаса Борецкого. А я хочу напомнить, что там, где апостолы, практически всегда происходит какая-то шляпа. Также и здесь. Инквизиция по приказу графа, который и был апостолом, на постоянной основе устраивала публичные казни за любую оплошность, если ты был похож на еретика или банально был бездомным. Ну а тех, кто не был казнен по каким-то причинам, отправляли на съедение. Ведь граф по сути не мог насытиться, так как был не в силах утолить свой голод. Именно он перед затмением вместе с другими апостолами пировал в лагере раненых соколов. И неясно, знал ли об этом Гатс или просто так совпало, но в любом случае, теперь граф был следующей целью Черного Мечника. И в общем-то Гатс решил не медлить и сразу же заявил о своем прибытии апостолу, параллельно разбив парочку лиц. Но наш герой не рассчитал свои силы, из-за чего в скором времени был загнан в угол местной стражей. Но благодаря неизвестной фигуре, которая раскидала дымовые шашки, Гатс и Пак смогли скрыться. Совсем скоро выяснилось, что спасителя зовут Варгас, он бывший лекарь графа, и у него к апостолу была пара вопросиков. Ведь дело в том, что граф съел всю семью бедолаги и искалечил его самого. Варгас, пусть и лишился ног и большей части лица, смог сбежать, притворившись мертвым и прихватив с собой бехелит графа. Короче, у старика были свои интересы. Он желал лишь смерти своего бывшего хозяина, поэтому, в общем-то, и решил помочь Гатсу. Варгас показал тайный проход в замок, где прятался апостол, а после парочка разошлась. Однако в скором времени Варгас был схвачен и приговорен к публичной казни. И это очень интересный момент сам по себе. Ведь если вы читали мангу в хронологическом порядке, вы могли заметить, как Гатс к этому периоду времени изменился. С момента затмения прошло не так много времени, а Гатс уже стал черствым, как сердце твоей бывшей. Он в хер не ставил Пака, который неоднократно выручал Гатса. К обычным людям он относился с отвращением. Да о чем говорить, Гатс даже бедолагу Варгаса смешивал с грязью, не стесняясь в своих выражениях. Но забавно то, что смерть старика и показала, что никакой Гатс не мудак. Данная модель поведения для него просто броня, чтобы защитить себя, ведь быть мудаком значит быть одному. Нет лишней ответственности, нет дополнительных рисков. И именно это и умиляет, зная, какое шобло-ёбло товарищей Гатс в будущем соберет вокруг себя. В общем, Пак, не дождавшись помощи от мечника, самолично решил спасти старика от казни, но сразу же был схвачен и доставлен дочери графа как игрушка, в то время как Гатс проник в замок и с боем пробивался к графу. Терезия, а именно так звали дочь графа, на удивление оказалась нормальной и позже рассказала Паку, что и отец не всегда был чудовищем. Он стал таким 7 лет назад, когда его жена умерла. По рассказам отца, в те дни против него взбунтовалась секта еретиков. Они похитили его жену и угрожали убить ее, если граф не позволит им проводить свои языческие ритуалы. Последний, разумеется, не мог такого позволить, и его любимую принесли в жертву злому богу. После этого, в общем-то, граф и стал таким вот. Терезия понимала, что ее отец уже не был человеком, но она все равно любила его, пусть и испытывала к нему некую форму отвращения. Граф же, в свою очередь, опасаясь, что вокруг одни еретики, перестал выпускать свою дочь из комнаты, буквально заперев ее в пусть и роскошной, но все же тюрьме. Терезия знала, каково это чувствовать себя в клетке. Именно поэтому она отпустила Пака на волю, что было как раз кстати, ведь в это же время Гатс уже сражался с самим графом, и ему помощь была бы не лишней. Мечник достойно держал удар, однако любые его атаки оказались бесполезны против чудовища. Любое повреждение делало апостола лишь сильнее, из-за чего совсем скоро Гатс уже сам был на волоске от смерти, и лишь выпавший из сумки Гатса бехелит графа смог отсрочить кончину нашего героя, так как апостол отвлекся, а еще через мгновение на шум прибежала Терезия. Гатс почти сразу же берет девочку в заложники. Граф, на удивление оказавшись заботливым отцом, оказывается в растерянности. Гатс, пользуясь моментом, стреляет в апостола из своей пушки, ну а после отсекает ему и голову. Граф в недоумении, как такое могло произойти. Терезия в слезах, и лишь Гатс, как и обычно, хладнокровно начал издеваться над чудовищем самым жестоким способом. Мечник сначала решил получше показать Терезии ее отца в его истинном обличии, подтащив его отрубленную
голову поближе к девочке. А после Гатс начал кромсать своим ножом предполагаемое лицо апостола, из-за чего в скором времени тот был похож на обычный кусок мяса. И все это, я напомню, на глазах маленькой девочки. Однако, несмотря на пусть и нелегкую, но победу, для нашего героя худшее было впереди. В этой кровавой бане бихелит графа по понятным причинам оказался в его же крови, и так как для призыва длани Господа по сути уже все было, бихелит активировался и перенес всю компашку в промежуток для встречи с дланей Господа. Гатс при виде своего бывшего друга пришел в ярость, в то время как сам Гриффит смотрел на полуживого Гатса как на букашку. Сокол мог убить Гатса в любой момент, но он не стал этого делать, ведь Гриффит все еще хотел унизить мечника, стоять выше него, смотреть на него сверху вниз. Конечно, Гатс выкинул пару фокусов в попытках убить Фемта, однако в скором времени был обездвижен и всеми забыт, так как длань явилась не за Гатсом, а за графом. В общем, началась обычная процедура перерождения в апостола, но длань согласилась сохранить жизнь графу только в обмен на его дочь. Граф, вопреки всему, действительно оказался любящим отцом и наотрез отказывался отдавать Терезию в обмен на жизнь. На что один из длани сказал: «Да блин, просто давай сделаем все как в прошлый раз». И Терезия, невольно наблюдающая за всем, такая: «В смысле, как в прошлый раз?» Ну и в общем-то ей сразу же объяснили настоящую причину исчезновения ее матери и перевоплощения отца. 7 лет назад на земли графа напали язычники, и он со своими людьми охотился на них, из-за чего его подолгу не было в замке. И вот однажды, вернувшись домой после очередного похода, надеясь поскорее увидеться с женой и дочерью, граф, как говорится, зашел не в ту дверь и увидел ужасного рода картину – оргию, состоящую из тех самых еретиков, над которой возвышалась огромная козлиная голова. В общем, то ли оргия, то ли сходка фанатов Слипкнота, неважно. Важно здесь лишь то, что в самом эпицентре этого балдежа была никто иная, как любимая жена графа. Последний в порыве ярости перебил всех, кроме своей жены. Как он ни старался, он не смог убить ее, у него просто не хватило сил. Поэтому он решил покончить с собой, не в состоянии смириться с таким предательством. И в этот-то момент он невольно и призвал длань Господа, стал апостолом, а его жена, как вы поняли, была преподнесена как жертва, которую сам граф по итогу и съел. Терезия от услышанного была в шоке, Гатс в шоке, все в шоке. Однако члены длани продолжали давить на графа, мол, да скажи ты эти несколько слов, я приношу жертву, и все, ты будешь жить дальше. Но граф так и не нашел в себе силы отдать свою любимую дочь в жертву, из-за чего сам был обречен отправиться в ад. В скором времени образовался поток душ, и граф благополучно был затянут в бездну теми же, кого он и убил. А Гатс, очнувшись от удара, напоследок предпринял еще одну тщетную попытку атаковать Гриффита. Однако в следующий миг все уже оказались в физическом мире, словно ничего не произошло. По состоянию Терезии Гатс понял, что вся семейка графа, судя по всему, с приветом. Ведь у девчонки прослеживалась склонность к Роскомнадзору. И тут-то мечник решил поступить пусть и некрасиво, но эффективно. Он так насрал в душу девки, что та, кажется, позабыла обо всех бедах, ведь теперь она желала лишь одного – смерти Гатса. В чем, в общем-то, и поклялась ему, что рано или поздно она ему отомстит. Гатс, лишь в свойственной ему манере с улыбкой на лице, сказал, что будет ждать этого дня. Но буквально следующий кадр нам показывает, что ни хрена Гатсу не все равно. Он сожалел о том, что ему пришлось так поступить с девочкой. Возможно, он даже ненавидел себя за это. Но это, по сути, одна из суперсил мечника. Поступать правильно вопреки всему, даже если придется заморать руки. А ему, поверьте, еще придется пачкать их не 1 десяток раз. Ведь личная война Гатса против апостолов и длани Господа только набирала обороты. И вот прошло не так много времени с последних событий. Гатс все это время путешествовал по континенту, выслеживал, а после убивал апостолов. Его союз с Паком пусть еще нельзя было назвать дружбой, но уже можно было сказать, что парочка стала приятелями. Да, как вы знаете, социопат Гатс не шибко любил компании, но эльф был уж слишком полезен для мечника. Своей пыльцой Пак залечивал глубокие раны Гатса, предупреждал об опасности, ну или просто приносил ключи от темницы, если мечника брали в плен. В общем, имба. Так, во время своего путешествия парочка наткнулась на группу бандитов в лесу, держащих в плену девушку по имени Джилл. Так как дело было ночью, а по ночам за Гатсом, как вы знаете, приходят демоны, бандиты стали невольными участниками очередной зарубы между Гатсом и злыми духами. В конечном счете, бандиты бросились в бегство. Гатс отбился от чудовищ, девочка была спасена. Однако, вместо того, чтобы отблагодарить своих спасителей, Джилл при виде Пака начала истерить и бормотать про какую-то туманную долину, что, мягко
мягко говоря, не походила на благодарность за спасение. Но и на этом странности не закончились, ведь когда девушка успокоилась и привела Гатса с Паком в деревню, буквально все жители накинулись на наших героев, обвиняя их чуть ли не во всех своих бедах. Гатс вместе с Паком еле унесли ноги от взбешенных крестьян, совершенно не понимая, что здесь происходит. Правда, все та же Джилл совсем скоро все разжевала нашим героям. К востоку от деревни за 3 горами находится некая туманная долина, так как там круглый год туман. Ходит легенда, что с давних пор там жили безобидные эльфы, но уже как несколько лет на деревни в этих краях нападают загадочные существа. Они разграбили поля, хранилища, уничтожили урожай и сожрали почти весь скот. Но все вышеперечисленное было далеко не самым страшным, ведь эти существа вдобавок ели людей и зачем-то крали детей. Местные были убеждены, что это дело рук эльфов из Туманной долины, поэтому-то селюки и были так испуганы при виде Пака. И в общем-то, как только наступила ночь, Гатс смог лично удостовериться, что Джилл говорила правду, ведь на деревню девчонки снова напали эльфы вместе со своей королевой Улья. Мечник понимал, что здесь замешаны апостолы и длань Господа, поэтому решил вступить в бой с монстрами, утоляя тем самым свою жажду мести. Так как эльфов из долины оказалось слишком много, Гатс решил одолеть врага хитростью. Взяв первого попавшегося мальчугана, Гатс с его помощью заманил эльфов в ближайший сарай, а после поджег постройку вместе со всей нечистью, что успела туда залететь, тем самым спасая мирных жителей. Но вместо благодарности от местных, Гатс по итогу услышал лишь упреки, мол, как ты мог использовать ребенка, ну и тому подобное. Гатс в этот раз терпеть не стал и сам вступил в словесную перепалку с работягами, мол, а вы сами чем были заняты, пока я защищал вас? Чё вы все попрятались? Аргумент вполне весомый, скажете вы, но местных он не убедил, ведь когда огонь стих, на пепелище от сарая были обнаружены не сгоревшие эльфы или чудовища, а обычные маленькие дети. Теперь мечнику было ясно, зачем эльфы похищали детей, и, не желая усугублять и без того тяжелую ситуацию, Гатс просто решил покинуть деревню, после чего сразу отправился на поиски королевы Улья, а увязавшаяся за ним Джилл выдвинула свое объяснение происходящему. Дело в том, что девчонка во время нападения на деревню увидела в королеве Улья свою старую подругу, пропавшую несколько лет назад. Розина, а именно так зовут королеву эльфов, всегда была немного странной. Любила играть с мальчишками в лесу, собирала всякий хлам, смотрела аниме и обожала ловить всякую живность. Однажды Розина нашла старый камень, похожий на человеческое лицо, ну а дальше все по классике. Получилось так, что над мамой Розины надругались солдаты во время войны, из-за чего ее муж всю оставшуюся жизнь сомневался в своем отцовстве. Из-за этого в семье постоянно были скандалы, ссоры, девочку били, и вот однажды ночью Розина вместе с Бихелитом ушла в лес и не вернулась. В общем, вы все поняли. По пути к долине получилось так, что Гатс с Джилл и Паком разделились. Гатс отправился в долину за апостолом-эльфом в одиночестве, в то время как Джилл с Паком опередили мечника и встретились с Розиной первыми. Подружки воссоединились, и Розина без устали начала рассказывать о том, что как у нее все хорошо, какая туманная долина классная, ну и тому подобное. Однако в действительности все было немного иначе. Розина на самом деле крала детей и превращала их в своих жестоких слуг, а взрослых, которым не посчастливилось оказаться в ее краях, она изменяла, превращая их в псевдоапостолов, после чего бедолаги были вынуждены охранять территорию долины от злоумышленников до конца своих дней. И самое интересное то, что несмотря на ужасные действия Розины, делала она это все только из-за детских хотелок, ведь еще будучи человеком, девочка росла в жестоких условиях. Отец ее постоянно колотил, друзей особо не было, ужасы войны. Все это сформировало в голове девочки убеждение, что так и живет любое нормальное общество. По сути, она не понимала, что творит, и искренне считала, что проявляет доброту к детям и окружающим, ведь для Розины мир был черно-белым, где она была права, а вот взрослые нет. И если не затягивать и не облизывать каждый диалог, Розина пыталась убедить Джилл тоже стать эльфом. Однако последняя сильно сомневалась, ведь слова Гатса о предназначении бихелитов, услышанные накануне, не выходили у девчонки из головы. Да и Пак вскоре начал понимать, что эта утопия лишь иллюзия, что-то с местными эльфами не так. Они были очень жестоки, ели людей и убивали друг друга ради забавы. Грубо говоря, эльфы в долине стали ровно такими, какими Розина видела мир, жестокими, без видимых на то причин. И в целом, данная глава тоже считается культовой, по большей части из-за качества рисовки в манге и жестокости, ведь только здесь можно увидеть момент, как во время, на первый взгляд, безобидной игры между двумя псевдоэльфами, один из них говорит: «Ну, теперь поиграем по-взрослому». И
то ли насилует до смерти своего товарища, то ли убивает его в такой позе, что первое, что приходит на ум – половой акт. Думаю, вы сами все видите. Надеюсь, YouTube не забанит меня за такое. В общем, Розина не стала ждать, когда ее подруга решила присоединиться к ней по собственной воле, поэтому решила силой превратить ее в псевдоэльфа. Однако здесь вмешался потрепанный Гадс, который наконец, пусть и с боем, но все же смог добраться до Апостола. Я не уверен, знал ли Гадс о том, что Розина тоже была одна из тех чудовищ, что перед затмением съели всех раненых из отряда Сокола, но думаю, что это и не важно, так как Гадс и без того был настроен серьезно. Сразу же начался замес. Черный мечник без особых проблем смог уничтожить большое количество слуг Розины, после чего последняя приняла свою истинную форму. Но битва между Гадсом и Апостолом, в общем-то, прошла по классическому сценарию. Гадс, а-ля танк из ММО-РПГ, как и обычно, терпел, а потом в самый подходящий момент ваншотнул Розины из своей пушки. Я, конечно, сильно утрирую, там еще был замес и достаточно красочный, но суть это не меняет. Ведь в конечном счете Розина была пусть и не убита, но повержена. А Гадс, как и обычно, еле живой, словно ничего не произошло, просто продолжил свой путь. Джилл просилась пойти с мечником, ведь в деревне ей места не было. Но благо Гадс смог убедить девчонку, что с ним ей точно не по пути. Ведь по сути он живой мертвец, вынужденный каждую ночь сражаться с высшими силами. С Гадсом Джилл найдет лишь несчастье, и на этом пути парочки разошлись. Наш мечник просто продолжил свой путь в поисках новой цели, а Джилл решила просто жить дальше. Жить, несмотря ни на что. И как вы могли заметить, глава «Потерянные дети» без 5 минут филлерная. Однако именно здесь, в конце манги, полноценно вступает в игру сторона, которая сыграет важную роль во всей этой истории. Уже знакомый нам Святой Престол. Как вы помните, в Священном Писании Святого Престола, написанном много веков назад, было пророчество о смерти Солнца, предвещающем явление Сокола Тьмы, который в свою очередь приведет мир в эпоху тьмы. И мы-то с вами знаем, что Темный Ястреб — это Гриффит, но вот остальные же нет. И получилось так, что Престол посчитал, что Темный Ястреб из пророчества — это Гадс. Ведь наш мечник за собой оставлял горы трупов. И вышло так, что Престол выследил Гадса почти сразу после схватки с Розиной. Последний не понимал, в чем дело, ведь он вроде как не переходил дорогу святошам. Однако все встало на свои места, когда Гадса обвинили в убийстве детей в деревне Джилл, а также многих других преступлениях. Здесь наш герой понял, что ему объяснять что-либо служителям церкви бесполезно, его все равно не послушают. Поэтому Гадс принял единственно верное решение для себя – сражаться. Да, Гадс раскидывал нежных святош направо и налево, но прошлая битва с Розиной давала о себе знать. Мечник еле стоял на ногах, у него банально не было сил, он потерял слишком много крови, из-за чего очень быстро выдохся, что и позволило служителям церкви схватить мечника и доставить в свой лагерь для дальнейшего допроса. И вот здесь поподробнее стоит рассказать о нескольких ключевых персонажах этой истории. Форнеза очень сложный и противоречивый персонаж. На данный момент она командор рыцарей Святой Железной Цепи и по совместительству дознаватель/прокурор Гадса. Родом Форнеза из благородной семьи, но родители пренебрегали своей дочерью. Ее мама больше уделяла времени балам и развлечениям. Отца в принципе дети не особо интересовали до тех пор, пока от них не было пользы. И в общем-то закономерно то, что девочка выросла странной. С одной стороны, она гнала от себя людей, чтобы они не успели сами оттолкнуть ее. С другой, ей не хватало внимания, из-за чего она и вытворяла всякую дичь, дабы ее заметили. Издевательство над слугами и другие шалости было обычным делом. Я даже приведу пример для понимания о том, что за персонаж Форнеза. Однажды, когда за пределами замка жгли еретиков на костре, она вышла поглядеть на данное зрелище. И знаете что? Она, глядя как горят люди, почувствовала тепло в паху. То есть Форнеза возбудилась. Однако ее возбуждал не именно горящий человек, а сам огонь. То есть девочка была пирофил. Я, если честно, даже не знал, что такие есть. И в общем-то, с тех самых пор Форнеза любила все поджигать. Общаться с такой себе дороже, поэтому мало кто мог вытерпеть юную Форнезу, да и справедливости ради она мало кого могла долго выносить. Однако так было до тех пор, пока в жизни Форнезы не появился человек, еще один ключевой персонаж этой истории. Парень по имени Серпика. До того, как встретить Форнезу, Серпика был ребенком, страдающим от холода и голода. На улицах его часто избивали ребята, а жил он в заброшенном доме со своей больной матерью. Однажды пацан так устал превозмогать, что просто вышел на улицу, упал на снег и решил замерзнуть насмерть. Но именно в этот момент рядом и проезжала Форнеза. Девушка то ли из жалости, то ли из-за чего-то другого решила подобрать пацана, после чего начала лично за ним ухаживать. Технически Серпика теперь был
был собственностью избалованной девчонки. Парень стал жить и работать в дворянском поместье. У него появилась возможность оплачивать сиделку для матери. Но самое интересное началось после. Как-то раз хозяин поместья, то есть отец Форнезе, остановил Серпика в холле, и выяснилось, что Серпика был внебрачным сыном отца Форнезе. Объявлять публично об этом не было смысла, ведь общество отреагирует на данное заявление не очень позитивно. И тогда-то отец и сын и заключили сделку. Если Серпика будет молчать, то взамен хозяин поместья обеспечит ему все самое лучшее. На этом, в общем-то, и порешали. Но Форнеза-то об этом не знала. Она часто издевалась над пацаном, била и обзывала, считая его своей собственностью. Ну а Серпика все терпел, что ему еще оставалось делать. Однако шло время, Форнеза подросла, и ее отец решил отдать ее замуж. А Форнеза очень этого не хотела. Чтобы слиться с бракосочетания, она пыталась соблазнить Серпика, потом уговаривала его сбежать с ней, но это ни к чему не привело. Тогда-то Форнеза решила сжечь свой дом, добиваясь отмены брака. Короче, поехавшая озабоченная садомазохистка начала создавать проблемы не только своей прислуге, но и отцу. Тогда-то последний, понимая, что дочь с приветом, отправил ее туда, где, по его мнению, таким и самое место, в монастырь. И здесь прошу без негатива, я лишь пересказываю лор данной вселенной, все вопросы к Миуре. В общем, эта парочка друг друга определенно стоит, и я рассказал про них вкратце, без лишней жести и подробностей. Все можно найти в сети, если захочется. И вот шло время, Форнеза дослужилась до лидера рыцарей Железной Цепи, ну а Серпика, как и обычно, был всегда рядом. Девушка нашла свой смысл жизни в служении Богу, и вот служила себе, бед не знала, пока не встретила Гатса. Ведь именно Гатс перевернет мир молодой набожной барышни. Но всему свое время, ведь сейчас нашего героя отправили в лагерь рыцарей Железной Цепи, где Форнеза пыталась заставить Гатса признаться во всех его преступлениях. Но последний лишь издевался над святошей, а точнее Гатса смешила пустая религиозная преданность Форнезы, так как в отличие от нее он знал, что если боги существуют, то он явно не тот, кем его считают. Ведь вы и сами знаете, через что пришлось пройти Гатсу и что он видел. В общем, ничего девушка выяснить не смогла, после чего отправилась в свои покои, а с наступлением темноты Пак в очередной раз помог Гатсу сбежать. Для перестраховки мечник решил взять Форнезу в заложники, для того, чтобы безопасно покинуть лагерь, что, в общем-то, и произошло. Однако на дворе к этому моменту уже была ночь, из-за чего рядом с Гатсом начала материализоваться всякого рода нечисть. Изначально Форнеза не замечала потусторонней силы, так как слепо верила в Бога, но чуть позже и она прозрела. Девушка была в ужасе, ведь ничего подобного ранее она не видела, в то время как Гатс словно подливал масло в огонь своими едкими комментариями. Но чего ты застыла? Не видишь? Вот же они, настоящие чудеса твоего бога. Ты же набожная, помолись там за меня, что ли. Ну, в общем, вы поняли. И вот, пока мечник нарезал всякую нечисть, Форнеза предприняла попытку побега. Она рассчитывала оседлать коня и свалить. Однако в животное вселился злой дух, и теперь уже конь планировал оседлать молодую девушку. Когда Гатс увидел, что барышня в беде, он словил очень тяжелый флешбэк с затмения, когда Гриффит насиловал каску. И это воспоминание позволило мечнику на волевых сражаться до самого утра. Когда же наступил рассвет, а Гатс просто пытался отдышаться после бурной ночки, Форнеза поймала себя на мысли, что она даже не пыталась молиться все это время, что было чем-то странным для нее, так как она считала себя верующей. В общем, если не затягивать, у девки начало прорастать зерно сомнения касательно всего. Ее веры в Бога, мира и даже Гатса. Ведь нравилось ей или нет, но в тот момент она восхищалась мечником, так как он даже глазом не моргнул перед ужасами, что они пережили этой ночью, в то время как сама Форнеза тряслась от страха. Но из-за этого же она ненавидела и себя за эти мысли, ведь как может обычный еретик быть сильнее ее веры? В общем, когда все устаканилось, Форнеза больше не представляла интереса для Гатса, из-за чего он отпустил ее, а сам продолжил свой путь дальше, все как обычно. Но именно в этот период времени начали происходить странные и одновременно с этим ужасные события по всему Мидланду. Эпидемия захлестнула города, многие деревни были заброшены или непригодны для жизни, люди умирали как мухи от холода и голода, да и королевство было практически разграблено, а все из-за короля, того самого короля, который поехал кукухой из-за Гриффита. Да, под его началом была закончена столетняя война и все такое, но после той самой ночи король изменился. Он не смог смириться с тем, что его дочь отодрал именно Гриффит, а не он сам. Поэтому вместо того, чтобы бросить все силы на восстановление своего королевства, король сосредоточился на поисках Гриффита. Даже
даже не зная, жив тот или нет. В общем, королевство было слабым как никогда ранее. Простым людям не было куда податься. Болезни, голод, уверенности в завтрашнем дне совершенно не было. Но даже несмотря на это, самое странное произошло после. Ведь всем жителям Мидленда начал сниться один и тот же сон. Сон, где тьма захватывала буквально все. Повсюду лежали трупы, а солнце было закрыто черным дымом. Однако, среди этого раздора люди также заметили сияющего белого сокола, который разорвал непроницаемую тьму и осветил окровавленную землю. Грубо говоря, все видели сон, где белый сокол принес мир землям Мидленда. Священники считали, что это было божественное откровение, знамение, означающее, что скоро появится тот, кто спасет людей от всех бедствий. И все бы ничего, но именно после этих видений король окончательно сошел с ума и скоропостижно скончался. Теперь принцесса Шарлотта была обязана взять власть в свои руки и навести порядок, но она все еще была убита горем из-за того, что Гриффит исчез пару лет назад. Да и на юную принцессу были планы у кое-кого другого. В общем, смерть короля, плачевное состояние королевства, горы трупов и странные видения. Казалось бы, хуже уже быть не может, но поверьте мне, еще как может. Ведь на ослабленный Мидленд пошла войной Кушанская империя. Я до этого лишь вскользь упоминал про Кушан, но теперь стоит рассказать про них поподробнее. Кушанская империя – это одно из государств в мире Берсерка, лежащее к востоку от Мидленда и чем-то напоминающее Индию. Кушаны не признают Святой Престол и европейские устои, они поклоняются своим богам. У Кушан очень огромная и разносортная армия. Конницы, боевые слоны, боевые рабы, то есть жители завоеванных Кушанской империей стран, всякие там магические твари и тому подобное. Но настоящая сила империи заключалась в ее императоре по имени Ганишка. Ганишка родился старшим сыном кушанского царя, и по сути вся его жизнь была сплошным превозмоганием. Ведь в его семье из-за дележки власти его неоднократно пыталась убить собственная семья. Но устав от всего этого, он практически сам всех убил, став правителем империи. Теперь, будучи главным, Ганишка понял, что лучший способ укрепить свою власть – это страх и завоевание. Поэтому, в общем, Ганишка посвятил себя военному искусству и со временем стал непревзойденным воином на поле боя, одержимый стремлением к безраздельному правлению. Но как-то раз Ганишка в очередной раз был отравлен, а после чуть не убит королевской стражей по приказу его же сына, который, какая ирония, боялся своего отца. Тогда-то, в последней отчаянной попытке выжить, Ганишка активировал свой бихелит, полученный накануне от незнакомца, и пожертвовал своим сыном в обмен на перерождение. Да, предводитель Кушан был апостолом, но необычным. Видите ли, Ганишка считался одним из самых сильных апостолов, если не самым сильным. В отличие от остальных, император Кушан принимал не звероподобную форму, а форму на основе воды и ветра. В этом туманном обличии он мог разрастаться до огромных размеров и бить молниями, что позволяло ему доминировать даже над такими сильными противниками, как бессмертный Зод. И вот, когда Мидленд был охвачен чумой и голодом, да и в целом, как вы поняли, королевство переживало не лучшие времена, Ганишка увидел возможность для атаки и, в общем-то, начал свое наступление. И в то время, как в Мидленде назревала очередная война, Гадс все так же шел к своей цели, несмотря ни на что. Так, однажды во время отдыха ему пришло видение, как каску сжигают на костре. Только очнувшись, мечник сразу понял, кто наслал это видение. Демонический ребенок Гадса и Каски. Я не упоминал, но это существо неоднократно встречалось Гадсу на его пути. Мотивы этого существа не совсем понятны, да и про него мало что известно в целом. Но, по-видимому, дитя-демон обладал разумом и всего-то хотел защитить своих родителей, как, например, сейчас. Гадс же, в свою очередь, не хотел признавать этого ребенка и с радостью бы убил его, если бы такая возможность выпала. Но в тот момент даже наш мечник понимал, что Каска в опасности, а медлить нельзя. Гадс сразу же отправился туда, где и оставил свою возлюбленную, кузнецу года. Однако, прибыв на место, выяснилось, что Каска пропала. Она так долго находилась в пещере под замком, что почти перестала есть. Эрика не могла за всем этим наблюдать и решила взять Каску с собой собирать фрукты. Но уже в процессе девочка отвернулась буквально на минуту, а Каски уже не было. Гадс был в ярости. Он сразу же начал обвинять Рикерта в случившемся, но за парня вступилась Эрика и Года. И, в общем-то, они сказали Гадсу все как есть. Но точнее то, что Гадс как бы сам оставил Каску на 2 года, чтобы вершить свою месть, в то время как Рикерт тянул всех в одиночку.
Старый кузнец догадывался, против кого Гатс вел свою войну, и надеялся убедить мечника просто отпустить прошлое и постараться жить дальше. Но Гатс не мог смириться со смертью своих товарищей. Он считал, что все, что произошло во время затмения, было несправедливо. Ведь соколы были так молоды, они бы столько еще успели сделать. Они были всем для Гатса. И здесь-то старик и подловил нашего героя, сказав: «А чё ты от них ушел-то? Почему ты оставил своих друзей?» Гатсу сказать было нечего. Да и нужно ли было что-то говорить в принципе? Ведь Гатс и сам понимал, что за это время он мог смириться со смертью товарищей, как это, например, сделал Рикерт. Но мечник даже не пытался. Ужас и ненависть словно застыли в его правом глазу. Он просто не мог избавиться от всеобъемлющего черного пламени в своей душе. И это даже не метафора. Ведь дело в том, что во время затмения в душе Гатса на самом деле зародилась тьма, известная как Зверь Тьмы. Вторая личность, существующая в подсознании Гатса, воплощение его горя, ярости и жажды крови. Зверь рос и становился сильнее с каждым сражением и каждым убийством, что совершил мечник. В какой-то степени зверь подобен идее зла, хоть и является порождением психики Гатса, а не коллективным сознанием человечества. И вот, когда Гатс отдыхал в пещере у Года, он пришел к противоречивым выводам. С одной стороны, наш герой был готов полностью сгореть в своей ненависти, лишь бы это помогло избавиться ему от врагов. С другой стороны, он понимал, что так дело не пойдет, необходимо как-то сдерживать чудовище, чтобы не потерять себя и не навредить тем немногим людям, кто все еще был рядом. И самое страшное здесь то, что, кажется, на тот момент Гатса устраивали оба эти варианта. Но как бы там ни было, в одном Гатс был уверен точно, что в этот раз он больше не оставит Каску одну. Поэтому на следующий же день он отправился на ее поиски. К счастью, Гатс перед своим уходом узнал от Рикерта об Альбионе, лагере беженцев, куда стягивались несчастные крестьяне из-за чумы и Кушанской империи. Ну и плюсом, сейчас там должна была находиться Инквизиция. А Гатс, сопоставив свое видение с символикой церкви, понял, что его видение было не ложным, и Каска наверняка находится именно там. И да, Гатс был прав, Каска действительно находилась в лагере под опекой местной проститутки по имени Люка. Девушка приютила Каску не из-за выгоды, а просто потому, что у Люки было доброе сердце. Если бы не последнее, неизвестно, что произошло бы с Каской, так как в Альбион, помимо тысяч беженцев, на самом деле прибыла Инквизиция вместе с уже знакомыми нам рыцарями Железной Цепи под руководством Форнезе. Девушку и ее отряд заставили охранять Верховного Инквизитора Мозгуса, самого кровавого и безжалостного члена Святого Престола, так как начали поступать сообщения о том, что большая группа еретиков скрывалась в Альбионе, а значит, Инквизиции было необходимо навести порядок. Сам Альбион был разрушенным городом, в центре которого находилась огромная башня осуждения. Та самая башня, где, по легендам, рыцарь Череп, еще будучи человеком, заточил некого святого. А сейчас же башня представляла из себя эдакую штаб-квартиру Святого Престола, где служители церкви держали пленников, пытали еретиков и, как ни странно, молились Богу. Однако, никто даже не догадывался, что у подножия башни, глубоко под землей, скрывалось кое-что пострашнее любого инквизитора или даже апостола. Но всему свое время, друзья. В общем, к этому периоду времени дела в Мидленде стали совсем плачевными. Ведь помимо чумы и голода, империя Кушан наступала и даже успела захватить столицу Мидленда. Многие дворяне были убиты, а принцесса Шарлотта была похищена Ганишкой. Поэтому многие поселения рядом со столицей моментально опустели. Жители банально бросили свои дома, просто чтобы убежать подальше от войны. И вот, как ни странно, путь Гатса к Альбиону лежал именно через одно из таких поселений. Гатса не интересовала политика или какие-либо новости из мира. Он даже не знал, что в Мидленде снова идет война. Поэтому, когда на Гатса напали разведчики Кушан, он даже не понимал, кто это был. Да и я не уверен, что ему в принципе было интересно знать, что это были заряженные клоуны. Однако, именно здесь Гатса заметил молодой странствующий вор по имени Исидора и по совместительству будущий союзник Гатса. Исидора сбежал из родительского дома на поиски приключений. Он долго скитался в поисках славы и примыкал к разным отрядам наемников, дабы стать сильнее. Видите ли, пацан всегда мечтал стать самым лучшим воином своего времени, потому что когда-то он услышал легенду о неком грозном капитане из банды Сокола, убийце 100 человек, и банально захотел быть таким же крутым фехтовальщиком. Да, Исидора, сам того не зная, был самым большим фанатом Гатса, поэтому, когда пацан увидел, с какой легкостью сам Гатс
Гатс раскидывал Кушан, Исидора для себя твердо и четко решил, что хочет быть таким же сильным. Однако Гатс не горел желанием возиться с ребенком, поэтому просто продолжил свой путь вместе с Паком, но и Исидора не собирался отступать. Поэтому следующие несколько дней он буквально ходил по пятам за мечником, решил, так сказать, взять измором. И в общем-то Исидора довольно раздражительный персонаж, однако свою функцию выполняет на все 100. А именно, как и Пак, Исидора служит эдаким клоуном, пусть и не бесполезным, чья основная задача разбавлять мрачную и гнетущую атмосферу этой истории. И в общем-то, пока Гатс, Пак и преследующий их Исидора мчались в Альбион, у Каски в принципе все было нормально, ведь ее оберегала Люка, а местные еретики считали Каску ведьмой и поклонялись ей. Однако в один из дней Инквизиция в очередной раз начала щемить беженцев, и под раздачу попала Люка, из-за чего Каска осталась без присмотра. Благо, к этому моменту уже подоспел и Гатс. Он без особых проблем раскидал местных верунов, а позже узнал от Люки, что Каска действительно находилась здесь в поселении. Правда, вот в палатке, где ее и оставили, Каски уже не было, так как ее в свое логово утянули все те же еретики. Местный культ надеялся на совокупление Каски с местным псевдоапостолом Козлиной головой. Так культисты рассчитывали сделать Каску частью своей семьи, но их планам не суждено было сбыться, ведь по наводке одного несостоявшегося еретика рыцари Святой Цепи теперь знали, где прячутся предатели престола, из-за чего в скором времени в пещере началась настоящая резня. И в то время как обезумевшие еретики и служители церкви буквально рвали друг друга на части, Козлиная голова все так же собирался натянуть Каску, благо на этот праздник жизни вовремя подоспел и Гатс. Он пусть и не без труда одолел псевдоапостола, пусть в конечном счете это и не приблизило его к своей цели, ведь во всей этой суматохе Каска попала в руки к святошам, а после и к самому Мозгусу в башне осуждения. Старший инквизитор, заметив на Каске клеймо, сразу определил ее на парашу, ведь он был уверен, что девушка ведьма. А так как Мозгуса хлебом не корми, да и людей помучить, он решил, что Железная Дева будет Каске в самый раз. Однако в этот момент начали происходить довольно странные события, которые я сейчас постараюсь объяснить. Дело в том, что после того, как империя Гейзериха пала, башня осуждения практически сразу перешла под управление Святого Престола. И следующую 1000 лет все тот же Святой Престол постоянно мучил, пытал и убивал в башне сотни и тысячи невинных людей. Все эти души не нашли покоя и, грубо говоря, копились все эти годы здесь, в Альбионе. Однако, когда Каска и Гатс оказались здесь, их клеймо жертвы начало притягивать замученные души, и Каска, сама того не понимая, вызвала целую волну злых духов, которые сразу же начали поглощать всех живых. Произошла своего рода цепная реакция, за которой последовал хаос. В башне начало происходить полнейшее безумие. Любой, кто попадал под смертельную демоническую волну, моментально умирал. Одна лишь Каска оставалась целой и невредимой, так как ее защищал ее ребенок, дитя-демон, тратя на это огромное количество своей жизненной силы. И в общем-то дальше события начинают разворачиваться достаточно стремительно, поэтому я, чтобы не растягивать и без того раздутый хронометраж, постараюсь быть лаконичным. Гатс, Люка и Исидора благодаря помощи постоянного клиента Люки попадают в башню, в то время как члены Святого Престола мрут как мухи и не понимают, что происходит. Ведь ни молитвы, ни крики о помощи не помогают. Гатс берет в заложники Форнезу, от нее он узнает примерное местоположение Каски. Парочка отправляется в пыточную, однако находят там лишь Пака. Эльф утешил Гатса, сообщив, что Каска жива, мечник в свою очередь без раздумий продолжает поиски. Форнеза после всего увиденного понимает, что сейчас рядом с Гатсом самое безопасное место. Последний же не против такой попутчицы, лишь бы она не мешалась под ногами. По случайному стечению обстоятельств Каска оказывается в руках у Мозгуса. Последний верит, что как только ведьма будет сожжена, весь этот хаос в Альбионе сразу же прекратится. Гатс в корне не согласен с данным утверждением и бросает вызов священнослужителю. Сначала мечник расправляется с верными слугами Инквизитора, после чего вступает в схватку и с самим Мозгусом. Инквизитор оказался крайне опасным противником. Гатс тратит почти все свои силы на битву с ним, в то время как тьма словно начинает поглощать весь Альбион. Тысячи людей оказываются в западне и погибают, казалось бы, без какого-либо смысла. Однако вскоре становится ясно, к чему все идет. Благодаря Исидора Каску удается вырвать из рук разъяренной толпы, уверовавшей в то, что после сожжения ведьмы все прекратится, но из-за этого разъяренный Мозгус принимает свою истинную форму. И пока Гатс сражается с Инквизитором, группа наших героев всеми силами защищает
защищают каску. Тысячи часов тренировок и сотни битв не прошли даром. Гатс зубами вырывает победу в сражении с Мозгусом. Одно зло уничтожено, но к этому времени демоническая волна поглощает практически все население Альбиона. И что с ней делать, все еще не ясно. Однако Исидора замечает, что таинственная субстанция боится огня. Все на панике. Один лишь Гатс спокоен. Он просит всех закрыть рты и не суетиться, ведь в его смену никто не умрет. Им всего-то нужно дождаться рассвета. Форнеза же, в свою очередь, ловит себя на мысли, что голос Гатса внушает ей надежду. Можно смело сказать, что теперь Форнеза восхищалась мечником, ведь в нем она видела несгибаемого воина, который не отступит даже перед лицом смерти. Поэтому и девушка находит в себе силы сражаться за свою жизнь вместе с остальными. Совсем скоро башня, переполненная беженцами и чудовищами, начинает рушиться, а Каска и Гатс начинают испытывать адскую боль из-за клейма. Однако в следующий миг страдания парочки резко прекращаются, а сквозь беспросветную тьму пробивается луч яркого, ослепляющего света. Спустя еще мгновение весь, теперь уже разрушенный Альбион заливает ярким светом. Наступил рассвет. Группа наших героев воссоединяется. Все на удивление оказываются целы и невредимы. Ну, кроме Гатса, он как обычно. Но, как вы знаете, беда не приходит одна, ведь в следующий миг вся группа оказывается окружена словно из ниоткуда появившимися кушанами, и снова начинается нарезка статистов. Но вдруг на этот праздник жизни прилетает Носферату Зод. Кушаны бросаются в бегство, никто не понимает, что происходит. В этой неразберихе Гатс также замечает и своего старого знакомого, рыцаря Черепа, который указывает пальцем вдаль. Гатс оборачивается и... немая картина. И оставшиеся рыцари Железной Цепи, и Кушаны, и наши герои замерли, словно забыли, как дышать, ведь вдалеке, словно из ниоткуда, появился он, сокол света из пророческого сна, или же Гриффит собственной персоной. Фух. Ну а теперь стоит вкратце объяснить, что вообще вы сейчас увидели. В общем, Гриффиту жизненно важно было материализоваться в нашем мире, так как, будучи Фемто, он мог находиться только в промежутке или астральном мире, а амбиции сами себя как бы не реализуют. И здесь-то длань Господа вступила в игру, организовав целую цепочку событий. Конрад, член длани, заблаговременно наслал на земли Мидленда чуму, чтобы тысячи беженцев стянулись в святые земли Альбиона и сыграли роль жертвы. Сам Альбион был выбран тоже не случайно, ведь из-за того, что там было очень много духов, это было отличным местом для проведения церемонии воплощения. Только вот все это не имело бы смысла, если бы до всех этих событий длань заблаговременно не нашла новое тело /сосуд для Фемто, Апостола Яйцо. Апостол Яйцо, как и любое другое чудовище, когда-то было человеком. Выросший на помойке среди крыс и трупов, он всегда хотел быть с людьми, видя в них сородичей. Но люди пугались и прогоняли его. То есть жизнь у парня была не сахар. И вот, когда будучи апостол начал терять рассудок из-за своего одиночества, к нему и явилась длань Господа. Ангелы предложили ему пожертвовать чем-то в обмен на исполнение любого его желания. И в общем-то, апостол Яйцо пожелал принести в жертву старый жестокий мир, а сам захотел стать зародышем нового, совершенного мира. Однако из-за того, что для апостола весь мир был это он сам, сидящий в своей пещере, получилось так, что апостол принес в жертву себя одного, из-за чего у него на языке была метка жертвы. Я сейчас это разжевываю, так как, к моему удивлению, многие не поняли этот момент в манге и аниме, поэтому, если что, сорян за водичку, ну а если ты наконец понял, что к чему, ожидаю лайк. Но это далеко не все, ведь самое интересное случилось после. Я ранее рассказывал, что Дитя-демон защищал Каску во время хаоса ценой своих жизненных сил, и получилось так, что он в своем стремлении спасти свою маму перестарался и просто все это время лежал рядом с башней без сил. И вот перед своим перевоплощением апостол Яйцо нашел ребенка Каски. В нем он увидел себе подобного, отвергнутого и слабого, поэтому проглотил младенца, чтобы они вместе увидели новый мир. Поэтому, чисто технически, оболочка Гриффита наполовину, или даже полностью, состоит из ребенка Каски и Гатса, как бы странно это, конечно, не звучало. В общем, сейчас важно знать лишь то, что теперь Гриффит /Фемто был реален в нашем мире и мог спокойно ходить по земле, а большинство апостолов видели в нем
нем невероятно сильного противника и господина. Ну а если не можешь победить, присоединяйся. Именно поэтому Зод и прибыл в Альбион, ведь к Альбиону подступала огромная армия Кушан, которая, напомню, шла войной на земле Мидленда. А только что возродившийся Гриффит не факт, что обладал достаточной силой для того, чтобы вступить в бой, пусть даже и с простыми смертными. Поэтому, в общем-то, Сокол верхом на Зоде практически сразу покинул Альбион, не проронив ни слова. Ну а оцепеневший Гатс понимал, что он из-за своей одержимости сейчас был в шаге от того, чтобы снова оставить каску и броситься на своего заклятого врага. Этого мечник, конечно, допустить не мог, поэтому он, оседлав коня, вместе с каской отправился в пещеру Года, чтобы каска снова была в безопасности, а Гатс мог обдумать все произошедшее. Ну, надеюсь, не утомил. И вот Пак, Каска и Гатс добираются до пещеры Года. Последний, к сожалению, уже был мертв, так как скончался практически сразу после того, как Гатс отправился на поиски Каски. Но оно было и к лучшему, ведь кузнец не хотел, чтобы Гатс видел его мертвым. Эрика была безумно рада возвращению парочки и даже предложила им остаться здесь, чтобы они все жили как одна большая семья. Гатс на полном серьезе рассматривал данное предложение, в то время как Эрика все не умолкала. Девочка обмолвилась, что Гатс и Каска пришли как раз вовремя, ведь именно сейчас некий седовласый и очень красивый мужчина общался с Рикертом на поляне мечей, эдаком символическом кладбище, которое Рикерт создал в память о своих товарищах. Гатс сразу же понял, о ком шла речь, и моментально отправился на поляну, чтобы прикончить своего бывшего командира. Однако Рикерт помешал мечнику. Пацан все еще не знал, что произошло с его отрядом, поэтому он и не понимал, почему так Гатс рьяно хочет убить Гриффита. Ну а Гатс, в свою очередь, не понимал, почему Гриффит выглядел как человек. Сам же Сокол прибыл сюда только для того, чтобы увидеть Гатса. Гриффиту было интересно, почувствует ли он хоть что-то при виде мечника и этого места. И да, Гриффит осознал, что стал свободным, ведь ему, кажется, было плевать на все. Гатс в этот момент словно сорвался с цепи. Он не мог осмыслить того, что Гриффит после своего предательства совершенно ничего не испытывал, словно бывшая банда Сокола была для него не важнее кучки букашек, которых не жалко раздавить. Мечник бросился на Сокола, но здесь на защиту последнего встал Зод. Гатс и Апостол вновь начали сражаться, хотя и обычным боем это назвать уже было сложно. Гатс не только уклонялся от ударов монстра, но и находил возможности для атаки, что заставило всех окружающих застыть в оцепенении от увиденного мастерства мечника. Гриффит, наблюдающий за происходящим, пусть и говорил ранее, что ничего не чувствует, это было не совсем так, ведь, как вы помните, его оболочка состояла из дитя демона, и хотел того Гриффит или нет, он испытывал волнение в тот момент. Волнение или даже привязанность ребенка к своему родителю. Но, как бы там ни было, Гриффит сообщил Гатсу, что ничего не изменилось, и что он получит свое королевство. После чего покинул поляну клинков, в очередной раз поставив Гатса перед сложным выбором. Ведь из-за того, что пещера, где Каска и Гатс могли находиться в безопасности, была завалена в ходе сражения с Зодом, да и поблизости не было других подобных мест, Каску оставлять здесь теперь было нельзя, но и таскаться с ней было очень опасно по понятным причинам. Однако здесь на выручку неожиданно пришел Пак, ведь он сообщил, что есть одно местечко. Да, оно далековато, но там безопаснее, чем в любом другом месте на планете. И это Эльфхейм, родной дом Пака, и там Каске ничего не будет угрожать. В общем, решено было отправиться туда. Перед уходом Гатс наконец рассказал Рикерту обо всем, что произошло во время затмения. Пацан, конечно, был в шоке. Он не понимал, почему Гатс в полном одиночестве нес этот крест на себе, ведь Рикерт тоже Сокол, он тоже имеет право на месть. Но благо Гатс быстро успокоил пацана. В общем, Рикерт остался с Эрикой, ведь нужно было, чтобы кто-то за ней присматривал. Ну а Гатс, Пак и Каска отправились в новое путешествие в Эльфхейм. На своем пути группа наших героев наткнулась на циркачей, которых пытались ограбить местные разбойники. Гатс обычно не играл в героя, но тут вдруг решил, а почему бы не размазать пару бандитов. Видимо, Пак его заразил альтруизмом. И в общем-то, спустя пару минут бандиты уже были попущены, а циркачи спасены. Последние в благодарность за помощь пригласили наших героев на свое выступление в ближайшей деревне, и Пак сразу же начал душнить, мол, пошли, посмотрим, мы заслужили отдых. Ну а мечник, на удивление, быстро согласился,
ведь ему в любом случае нужно было пополнить запасы продовольствия. В общем, наши герои прибывают в деревню как раз в самый разгар выступления труппы. Однако в середине номера у одного из циркачей на теле появился странный нарост, а местные жители сразу же начали закидывать бедолагу камнями. Спустя еще мгновение бывший циркач уже больше напоминал чудовище, нежели человека, из-за чего Гатс был вынужден вступить в бой с монстром. Во всей этой неразберихе помог разобраться лорд этих земель, барон Бальзак. Он, прибыв на шум, сначала поблагодарил мечника за убийство монстра, ну а после поведал, что его земли уже давно страдают от неизвестной чумы, которая превращает людей в мандрагорцев, чудовищ, а лекарства от этого проклятия нет. Однако барон не терял надежды, он долгие годы искал лекарства, ставя различные опыты над мандрагорой. Барон, заметив плачевное состояние Каски, предложил нашим героям остаться у него, вдруг все же девушке удастся помочь, а Гатс, цепляясь за любую помощь, лишь бы это спасло его любимую, не стал отказываться от столь щедрого предложения. Однако не успели наши герои прибыть в замок, как вдруг выяснилось, что у барона целое подземелье с зараженными мандрагорой людьми, где также находилась и лаборатория. Эпидемия началась несколько лет назад в соседней деревне, и что барон не пытался предпринять, ничего не помогало. Цветок мандрагоры слишком быстро разрастался. Но, вопреки всему, барон стоял на пороге открытия лекарства. Не хватало лишь одной детали – корня мандрагоры. Проблема была лишь в том, что корень находился в рядом находящейся деревне, где и началась эпидемия. Поэтому барон предложил Гатсу обмен. Мечник достает корень, а барон с помощью своих ресурсов помогает Каске вернуть рассудок. Но Гатс, пусть и не доверял Бальзаку, все же решил принять данное предложение. Но, по большому совпадению, в это же время на замок барона напали повстанцы, местные жители, не сильно довольные правлением своего лорда. В ходе этой атаки Каска была похищена, и Гатс, отложив все свои дела, сразу же отправился вызволять ее. Пусть и не без посторонней помощи, мечник нашел логово похитителей, но нарезку крестьян вовремя остановил лидер так называемого местного сопротивления, который успокоил мечника, сообщив, что с Каской все в порядке, и она в полной безопасности. Короче, выясняется, что в этой деревне все очень неоднозначно. Дантес, а именно так звали лидера повстанцев, объяснил, что барон, мягко говоря, врет. Да, раньше Бальзак был хорошим и мудрым правителем, но как только появилась эта напасть, он превратился в тирана. Не ищет он никакого лекарства, наоборот, он хочет создать себе целую армию из зараженных мандрагорой. Он сгоняет зараженных в свое подземелье, чтобы ставить над ними опыты, а всех жителей заставляет об этом молчать. В этот момент Гатс понимал, что по сути заключил сделку с дьяволом, но и такой шанс по спасению Каски он тоже упустить не мог. Ведь если барон действительно мог помочь, то за такую возможность нужно было держаться двумя руками. Прибыв в деревню, с которой все и началось, один из сопровождающих Гатса сорвал один из цветков мандрагоры, что стриггерило всю деревню. Со всей округи начали стягиваться зараженные. Гатс, в свою очередь, не поведя и бровью, хладнокровно начал сокращать популяцию и без того маленькой деревушки, пока не появилась монахиня. Она вернула цветок на место, что успокоило местных, а на вопрос Гатса о том, где ему достать корень мандрагоры, монахиня начала рассказывать свои офигенные и никак не связанные с вопросом истории. Во-первых, выясняется, что зараженные безобидны, если их не трогать. Они не атакуют по своей природе, всего лишь защищаются. Во-вторых, да, они потеряли свою идентичность, но они все еще были людьми, которые не представляют опасности. Но самое интересное монахиня рассказала после. Выясняется, что когда-то здесь в деревне жил набожный мальчик по имени Нико. Его сердце было добрым и мягким, он никогда никого не обижал, даже когда местные ребята дразнили его. Несмотря ни на что, он всегда был хорошим и улыбчивым ребенком. Но во время неурожайного года зимой Ника нечего было есть, и он буквально умирал от голода. Из последних сил пацан дополз до церкви в надежде, что ему помогут, но когда его обнаружили, он уже не дышал, а в руках у него была странная вещь. Зачем же монахиня рассказала эту историю? Да вот скоро узнаете. Сейчас важно знать лишь то, что женщина смогла убедить Гатса в том, что барон действительно плохой человек. Правда, вот она так и не смогла переубедить Гатса бросить поиски корня. В конечном счете Гатс находит корень, и выясняется, что это не просто дерево, это апостол, тот самый мальчик Ника, про которого рассказывала монахиня. Гатс, недолго думая, уничтожил порождение зла, однако, вернувшись в деревню, он узнал, что ее уже сожгли люди барона. Вновь намечалась резня, но появившийся словно из ниоткуда Зод разрушил планы солдат. Подчиненные барона кинулись в бегство, а Гатсу уже в который раз пришлось сражаться с Зодом. Последний, к слову, прибыл сюда ради того, чтобы просто подраться с мечником.
после чего улетел по своим делам, а зараженные наконец начали принимать свой прежний облик, ведь апостол, распространяющий чуму, был мертв. Но вместо благодарности крестьяне начали обвинять Гатса в том, что он убил их родных, что по сути было правдой. Но Гатс не стал спорить или что-то доказывать, так как на это банально не было времени, ведь вскоре выяснилось, что Каска снова была в руках барона, а значит уже в который раз надо было ее вызволять. Но Каска и Пак тоже не сидели на месте, они сами пытались найти выход из замка барона. На своем пути они встретили его дочь, которая, как и Каска, была не в себе, а еще чуть позже, наконец, и Гатс прибыл в замок. Когда барону уже не было никакого смысла врать, он наконец рассказал, что произошло с ним и с этими краями. Бальзак уже давно отыскал корень мандрагоры и понял, как вылечить зараженных, но не делал он этого по нескольким причинам. Дело в том, что раньше барон действительно был достойным правителем. Он заботился о своих подданных и защищал свои земли, но в какой-то момент его жена, любовь всей его жизни, заболела неизвестной болезнью. Бальзак пытался ее вылечить мандрагорой, что приносило поначалу свои плоды, но вот побочные эффекты привели к тому, что его жена стала слабоумной, как Каска. Да, девочка, которую ранее встретил Пак и Каска, была не дочерью барона, а его женой. И вот, после всех этих несчастий, что произошли с бароном, он просто сломался под тяжелым бременем ответственности и горя. Теперь барон находил утешение только в убийстве других людей, однако и это в последнее время не приносило ему удовольствия. В общем, барон был словно отражение Гатса, ведь последний тоже оставил свою любимую на 2 года, пока утопал в своей ненависти к апостолам. Но в отличие от нашего героя, барон зашел так далеко, что уже и не видел другой жизни, поэтому был готов идти до конца. Понимая, что Гатс ему не под силу, Бальзак выпил экстракт мандрагоры, из-за чего превратился в чудовище и сразу же накинулся на мечника. Гатс же, в свою очередь, жалеть барона не стал и отправил его к праотцам. Из-за присутствия 2 клейменных в замке, всякая нечисть начала лезть со всех щелей, а тот самый корень мандрагоры превратился в огромнейшую хренотень. По случайному стечению обстоятельств, Каска оказалась в плену у чудовища, из-за чего Гатс уже в который раз был вынужден вступить в бой с порождением зла. Здесь ничего необычного. Мечник, как и сотни раз до этого, вышел победителем из битвы и освободил Каску. Но то, что произошло далее, тронуло Гатса до глубины души. Проверяя, в порядке ли его любимая, мечник обнаружил, что Каска узнала его, словно ее болезнь прошла. Она назвала Гатса по имени и сообщила, что словно все это время была в страшном сне. Но, к сожалению, радость нашего героя быстро сменилась на печаль, ведь буквально через пару секунд Каска вновь впала в свое болезненное состояние. Далее выясняется, что барон не умер, у него под рукой оказался Бихелит. Он пожертвовал своей женой, стал апостолом, получил по жопе от Гатса и снова помер. И я, в общем-то, не рассказываю обо всем этом более подробно, потому что это не главное в этой микроистории. Единственное важное здесь лишь то, что Гатс впервые за последние годы понял, что у него все же есть шанс на то, что он сможет вернуть своей возлюбленной рассудок, что все его старания и превозмогания были не напрасны. Другими словами, у Гатса наконец впервые за долгое время появилась надежда. И пока Гатс радовался тому немногому, что у него было, у его заклятого врага Гриффита все складывалось уж слишком хорошо. Сначала Белый Сокол отправился в западный Мидленд, город Шет, один из многих городов, который находился в осаде Кушанской империи. Гриффиту, помимо бессмертного Зода, присягнули на верность еще несколько невероятно сильных апостолов. Локус, легенда Столетней войны, Ракшас, кушанский апостол, переметнувшийся на сторону врага, Грюнбельд, невероятно сильный гигант, и множество других. Гриффит со своими новыми слугами практически в соло освободил один из городов Мидленда от кушанской армии, из-за чего простой люд начал шептаться о том, что это тот самый Гриффит, который в прошлом переломил ход Столетней войны, а сейчас вернулся в час великой нужды. И шептались-то не зря, ведь совсем скоро Гриффит под руководством своего теперь уже нового отряда соколов освобождал один город за другим. А в сердцах людей впервые за долгие годы появилась надежда на светлое будущее. В то время как практически все апостолы поклонялись Гриффиту, по сути из-за того, что чисто технически он стоял выше их по иерархии, ведь он член длани Господа как-никак, простые крестьяне видели в Гриффите больше, чем просто достойного воина или полководца, они видели в нем мессию, который буквально спустился с небес. Ведь помимо его паранормальных способностей, именно он смог объединить под своим началом раздробленные войска прошлого короля, да и практически каждый, кто находился рядом с Соколом, чувствовал что-то манящее,
что-то чарующее в нем, и совершенно неважно, кто это был, простой солдат или королевская знать. Конечно, никто из смертных не знал, что Гриффит волк в овечьей шкуре, что он, если потребуется, вновь предаст всех ради своих желаний и целей, ведь все выглядело ну уж слишком хорошо. Легендарный воин, уже до этого спасший королевство, вернулся. Он объединил под свое крыло и всех мидландцев, и чудовищ. Он начал свой поход по землям Мидланда, чтобы остановить Кушанскую империю, и в целом красивый был мужик. В общем, миру явился тот самый Сокол Света из пророчества. И в то время как Гриффит медленно, но верно прокладывал дорогу к своей мечте, у Гатса дела шли, мягко говоря, не очень хорошо. Не сказать, что и до этого его жизнь была спокойной, но ко всему в придачу теперь он был вынужден таскать с собой повсюду и Каску, которая то и дело пыталась убежать при первой возможности, а множество злых духов, привлеченных клеймом парочки, только усложняли ситуацию. Так, однажды Каске удалось сбежать. Она в поисках еды наткнулась на разбойников на привале. Последние не стали мелочиться и попытались изнасиловать девушку. Однако прошлый боевой опыт никуда не делся, и Каска инстинктивно расправилась со своими обидчиками. Когда же подоспел Гатс, его помощь уже не требовалась. Однако в этот момент им на мгновение овладел зверь тьмы, что таился в его душе. Гатс попытался взять Каску силой. Да, он вовремя остановился и все такое, но и без того тяжелые отношения парочки стали еще тяжелее. Теперь Каска боялась Гатса. Она то убегала, то била его. Иногда даже она видела в нем монстра. Само его присутствие рядом частенько доводило девушку до самой настоящей истерики. Ситуация, согласись, но мягко говоря, была не очень. Но именно в этот момент Гатсу, пусть он, конечно, еще этого не осознавал, наконец-то улыбнулась удача. Ведь он встретил своих старых знакомых – Исидора, Форнезу и Серпика. Получилось так, что после событий в Альбионе Исидора, фанатеющий от Гатса, Форнеза и Серпика, не прекращали искать мечника все это время. И если пацан просто видел в Гатсе своего рода отцовскую фигуру, то Форнеза после событий в Альбионе осознала, что все, во что она верила и знала, разрушилось. Девушка решила оставить свое положение, прошлую жизнь и веру позади, чтобы следовать за Гатсом, так как она всем сердцем хотела побольше узнать о настоящем мире, ну а также для того, чтобы банально научиться выживать во тьме. Другими словами, Форнеза всем сердцем желала отыскать истину, своеобразного бога, который не прячется за костром Инквизиции. Девушке нечего было предложить мечнику, кроме своей преданности, поэтому она, чтобы доказать серьезность своих намерений, остригла свои косы. Ну а Серпика, скажем так, куда Форнеза, туда и Серпика. В общем, все трое, пусть и по совершенно разным причинам, хотели быть с Гатсом, а он, в свою очередь, не стал отказывать и принял их, что удивило даже Пака. Но здесь все достаточно просто. Гатс понимал, что он не сможет самостоятельно пройти весь этот путь. Нравилось ему или нет, он должен был впервые в жизни принять чью-то помощь, и далеко не только из-за Каски. Да, безусловно, если бы Гатс был один, он бы не раздумывая отказал, но сейчас мечник понимал, что он сломался и устал. Он даже не помнил, когда Каска смеялась последний раз. Гатс чувствовал, что зверь внутри него растет. Такими темпами он сам рано или поздно причинит вред своей любимой, из-за чего зверя необходимо было чем-то сдерживать. Поэтому, если очень грубо, Гатс просто решил впустить в свою жизнь новых людей, чтобы снова научиться доверять и не нести это бремя в одиночестве. И вот в скором времени наша разношерстная компашка теперь путешествовала вместе. Серпика, как оказалось, был мастером на все руки. Его стряпня хоть и не блистала изысками, но после недель походной сухомятки даже его простенькая похлебка казалась едой богов. Форнеза, к удивлению всех, нашла общий язык с Каской. Та хоть и не сильно знала ее, но почему-то переставала паниковать, когда девушка была рядом. Ну а Гатс впервые за долгое время позволил себе расслабиться хоть на чуть-чуть. Он даже взялся обучать Исидора. Правда, это обучение больше напоминало издевательство, ведь пацан то и дело летал в кусты после очередного урока с мечом. В общем, все шло хорошо, насколько это, конечно, было возможно. Так, в один из ясных дней, пробираясь сквозь густой лес, наша компашка встретила на своем пути раненого старика по имени Морган. Сначала все недоумевали, что дедушка забыл в мрачном лесу, но чуть позже всем все стало понятно. Деревню Моргана уже который месяц терроризировали тролли, поэтому дед отправился в лес просить помощи у местной ведьмы, а наши герои не стали игнорировать просьбу нуждающегося и любезно согласились проводить старика. Логово ведьмы оказалось странным местом. Снаружи обычная хижина, внутри же пространство будто
будто растягивалась, вмещая невозможное количество книг, склянок и странных артефактов. Ведьмой же оказалась женщина по имени Флора, добрая и заботливая, с глазами, в которых мерцала мудрость многих столетий. Она спокойно проживала здесь со своей ученицей Ширке и словно знала куда больше, чем ей следовало бы. Флора знала о Гатсе и Акаске, об их клейме и о длани Господа. Ведьма даже пообещала помочь нашим героям в их нелегком приключении, но взамен попросила о помощи Гатса. Его команда, а также молодая ученица Флоры, Ширке, должны были защитить деревню Моргана от троллей, и так как Гатса все устраивало, на этом в общем-то и договорились. Услуга за услугу. Но также перед вылазкой нашим героям выпала редкая возможность нормально отдохнуть. Например, девушки парились в горячих источниках. Исидора пытался за ними подглядывать, а Гатс коротал время, беседуя с Флорой, наконец получив ответы на многие вопросы. Про истинную природу бихелитов, устройство астрального мира и тому подобное. После того, как все набрались сил, вкусно поели и отдохнули, Ширке подогнала нашим героям много полезного магического эквипа, такого как огненный кинжал или ветряной плащ. Ну а после все дружно отправились спасать деревню бедного старика. Когда они прибыли, местные встретили их со скепсисом. Крестьяне ожидали увидеть могущественную ведьму, а не щуплую девочку с мешком странных трав. Однако, когда спустя некоторое время из леса повалили тролли, огромные, вонючие, с кожей как потрескавшаяся глина, Ширке показала свою истинную силу. Когда чудовищ стало слишком много, а сил Гатса и его спутников банально начало не хватать, юная ведьма пошла ва-банк. Она обратилась к силам настолько древним и могущественным, что ее действия вызвали настоящий потоп, который пусть и смыл всех троллей прочь, но также утянул с собой Каску и Форнезу. Но отчаиваться было еще слишком рано, ведь Ширке совсем скоро смогла выяснить, где находились девушки. В Клепоте, пограничном пространстве между мирами, где тьма обретала форму, повсюду кишили злые духи, а в пещерах находились сотни похищенных троллями женщин и детей. Однако наши герои пробились сквозь этот ад, отыскав Каску и Форнезу в одной из многочисленных пещер. Гатс в стремлении защитить свою любимую решил остаться, чтобы задержать троллей, пока все эвакуируются. И мечник впервые за долгое время был предоставлен сам себе. Лишенный необходимости защищать других, он сражался яростно и свирепо, буквально превращая троллей в фарш из пятерочки. Можно даже сказать, что Гатс решил разгуляться по полной, не отвлекаясь на защиту других, давая волю своей ярости. Однако, когда Гатс закончил, его бихелит задрожал, клеймо начало кровоточить, а из того, что раньше называлось троллем, материализовалась Слан, член длани Господа. Она появилась здесь не просто так. Еще с того самого дня, когда Гатс победил Гриффита и ушел из отряда, Слан испытывала к нему странное, извращенное влечение. Не любовь, конечно, скорее болезненный интерес, как у ребенка, который рвет крылья бабочкам. И теперь она, наконец, получила шанс поиграть со своей игрушкой. Апостол всячески издевалась над мечником, поддразнивала его. Как пример, она просила, чтобы Гатс проткнул ее своим огромным мечом, что бы это ни значило. Но вся эта похабщина была лишь прикрытием, ведь настоящая цель Слан заключалась в том, чтобы заставить Гатса активировать бихелит, тот самый, что он заполучил после убийства графа Апостола. Откровенно говоря, насчет бихелита Гатса ходит много безумных и не очень теорий, к которым мы обязательно вернемся в конце ролика. Не переживайте. Сейчас же стоит сосредоточиться на том, что Гатс на тот момент определенно был в полной заднице. Точнее, был бы, если бы в последний момент, как всегда, не появился он, рыцарь-череп. Загадочный всадник отвлек Апостола на себя, что дало возможность Гатсу нанести серьезные повреждения оболочке Слан. Но ее исчезновение обернулось новой проблемой. Клепот начал рушиться. Правда, у черепа, как и всегда, был припрятан козырь в рукаве. Видите ли, череп, как вы уже знаете, персонаж крайне загадочный. С одной стороны, он напоминал Апостола, с другой, он вел против них собственную войну, как Гатс. Пусть, конечно, мотивы рыцаря до конца и не ясны. И вот, за долгие годы этой персональной войны он насобирал немало трофеев, бихелиты. Но череп не просто их коллекционировал, он их поглощал. Для чего же, спросите вы? А вот для вот этой вот штуки. Бихелитового меча, таинственного оружия, собранного из десятков или даже сотен бихелитов. Этот меч обладал уникальными свойствами, мог прорубать границы между мирами, открывать порталы в самые глубины астрального мира и, конечно же, просто стирать все на своем пути. И именно благодаря этому мечу череп вытащил Гатса с компанией из разрушающегося Клепота. Да, мечник снова оказался в долгу перед таинственным всадником, словно у черепа были свои собственные планы на Гатса. Однако на тот момент это не было важно, ведь самое главное было сделано. Деревня спасена, тролли перебиты, местные теперь могли спать спокойно.
Наши герои, довольные выполненным заданием, отправились обратно к ведьме, чтобы отдохнуть, перевести дух, а после двигаться дальше в Эльфхейм. Казалось, что все складывалось как нельзя хорошо. Даже Гатс на мгновение задумался о том, что сам бы он точно не справился. Что если все эти люди рядом не просто попутчики? Может, они и правда те, на кого можно было положиться и за кого стоило сражаться? Но, как это обычно и бывает, спокойствие длилось недолго. Все началось с того, что Гатс внезапно рухнул на землю без видимой на то причины. Мечник пролежал без сознания несколько минут, а когда очнулся, Ширки уже сообщила плохие новости. Защитный барьер, веками оберегавший лес, исчез, а когда метки Гатса и Каски начали сочиться кровью, сомнений не осталось вовсе. Рядом были апостолы. Герои сразу же бросились к хижине Флоры, но опоздали. Духовное древо, служившее домом ведьме, пылало, освещая ночной лес зловещим заревом, а вокруг метались тени, элитные апостолы Гриффита, отправленные за головой ведьмы. Если вкратце, Гриффит ставил себя выше всех. Он единолично хотел править миром, из-за чего избавлялся от любой потенциальной угрозы. Все те, кто не соглашался служить ему, как правило, уничтожались, и вот теперь настал черед Флоры. Гриффит своего рода просто избавлялся от любой оппозиции. Усугубляло ситуацию еще и то, что помимо целой оравы апостолов, Гриффит также отправил своих капитанов Зода и Грюнбельда, и последний сразу же изъявил желание сразиться с легендарным черным мечником. Первоначально обрадованный тем, что нашел достойного противника в лице Гатса, Грюнбельд в скором времени разочаровался, ведь наш герой и так еле стоял на ногах после бойни в пещере, из-за чего он физически не мог дать достойное сопротивление столь сильному апостолу. Картина была удручающей. Друзья Гатса пытались спасти Флору из объятой пламенем хижины. Сам Гатс, шатаясь, еле отбивался от атак. Лишь рыцарь Череп, в очередной раз появившийся словно ангел-хранитель, держал оборону. Но когда он скрестил меч с Зодом, помочь остальным уже не мог никто. Однако в самый критический момент инициативу взяла юная Ширки. Используя древнее заклинание, она отвлекла Грюнбельда, дав Гатсу возможность отступить в ближайшую пещеру. А там, дрожащими руками, она протянула ему роковой дар умирающей Флоры – новую броню. Но это была не простая защита, это было проклятие в стальных пластинах. Броня, созданная для убийства богов, пожирающая разум и тело носителя. Доспехи Берсерка. И здесь немного поподробней. Об истории появления этих доспехов и их предыдущих владельцев известно очень мало, а точнее лишь то, что они были созданы гномами в незапамятные времена, а позже попали в руки к рыцарю Черепу, что в общем-то заметно невооруженным глазом. Череп, использовав силу брони, в свое время тоже нарезал апостолов, однако почему он в конечном итоге от них отказался, тайна, окутанная мраком и по сей день. В общем, носил Череп эту броню а после по неизвестной причине передал ее на хранение Флоре, которая наложила на них печать и спрятала их глубоко под своим жилищем. На первый взгляд, броня Берсерка просто красивый доспех, тяжелый и собранный из металлических пластин. Но внешний вид брони отнюдь не единственный бонус, так как она давала и очень крутые бонусы. Силу, ловкость, улучшенные рефлексы, восприятие и терпимость к боли. Имба, одним словом, скажете вы. Но этот доспех не просто так прятали от посторонних глаз. Доспех мог поддерживать своего носителя во время боя, фиксируя его поломанные кости при помощи металлических шипов. Подобная поддержка способна сохранять владельца боеспособным даже в случае серьезных переломов, но если повреждений из-за брони станет слишком много, носитель может умереть от потери крови, как это было по легендам с предыдущим владельцем. Но именно в тот момент риск был оправдан, ведь Гатс, который и без любой металлической брони был очень силен, теперь мог выйти за рамки своих человеческих возможностей. Поэтому, как только доспехи оказались на Гатсе, все сразу же изменилось. Еще минуту назад он еле стоял на ногах, а теперь рвал апостолов в клочья. Броня раскрыла весь потенциал мечника. Теперь он не был похож на обычного воина, он больше походил на зверя, закованного в металлические пластины. К слову, по вполне понятным причинам, ведь по мере того, как борьба Гатса продолжалась, он, увлекаясь огромной силой брони, потихоньку терял контроль над собой, а зверь тьмы в его душе, наоборот, брал верх. Это означало, что если Гатс зайдет слишком далеко, он может раз и навсегда потерять самого себя. Но именно в тот момент другого выбора
и не было. Грюнбельд, который еще недавно издевался над обессиленным Гатсом, не мог поверить своим глазам, ведь черный мечник теперь был невероятно силен и быстр. И что только подсос Гриффита не пробовал. И свои самые сильные атаки, и разные тактики. После он и свою истинную форму принял. Но Гатс даже не почувствовал его стараний. Точнее, даже уже не Гатс, ведь к тому времени тело мечника принадлежало зверю тьмы. Он бился с яростью дикого зверя, нанося апостолу тяжелые раны и отбрасывая его приспешников как щенков. Но Ширки понимала, что так дело не пойдет. Если Гатс потеряет себя окончательно, обратной дороги уже не будет. Поэтому юная волшебница не собиралась просто сидеть и ждать. Она, пробившись сквозь искаженный разум Гатса, пусть и с большим трудом, смогла вернуть ему сознание. А после помощь пришла с неожиданной стороны. Дух Флоры ненадолго вернулся, чтобы перекрыть апостолам путь. Стараний Флоры оказалось достаточно, чтобы наши герои смогли вырваться из той кровавой бани и продолжили свой путь. Однако несчастной Ширке больше некуда было идти, ведь ее дом теперь был лишь кучкой пепла, а ее наставница была мертва. Однако девочка старалась не отчаиваться даже в такой ситуации. Она посчитала, что, возможно, все, что с ней произошло, было ее судьбой. Ей всего-то оставалось выбрать, по какому пути пойти дальше. Отправиться в сольное плавание или же остаться с Гатсом и его друзьями. И Ширке выбрала именно второй вариант, так как она могла быть для них полезной, да и сам Гатс был рад новой спутнице, ведь она в случае чего могла возвращать мечника из пучины его ненависти, если вдруг зверь тьмы вернется. Однако не только для Гатса Ширке представляла интерес, ведь Форнеза, та самая девушка, чья жизнь за последний год перевернулась с ног на голову, вдруг заявила, что хочет стать ученицей юной ведьмы. После всего, что она увидела, магические потоки, сносящие врагов, и древние заклинания, разрывающие реальность, Форнеза вдруг поняла, что Ширке была той, кем Форнеза сама хотела всегда быть, уверенной, сильной, по-настоящему полезной. Да, присматривать за Каской было важно, но недостаточно, ведь Форнеза хотела не просто выживать, а по-настоящему влиять на происходящее. Ну а Ширке, пусть и ломалась поначалу, так как Форнеза была слишком взрослой для обучения, в конечном счете согласилась стать ее наставницей, ведь в глазах Форнезы девочка увидела искреннее желание изучать этот незнакомый для нее мир. Форнеза, конечно же, была счастлива, в то время как остальные были в шоке, ведь вчерашняя священнослужительница решила стать ведьмой. Такое не каждый день увидишь. В любом случае, теперь в команде Гатса было на одного человека больше, и весь следующий месяц они все дружно просто скитались по землям Мидленда и зализывали свои раны после сражения в лесу. Особенно сильно пострадал Гатс, ведь броня в последней битве сильно его потрепала, из-за чего у него теперь была даже прядь седых волос. Но во время привала Гатсу вновь явился череп. Он предостерег Гатса касательно его новых доспехов и сообщил, что Каску действительно можно спасти в Эльфхейме. Однако не факт, что она будет желать того же, что и сам Гатс. А перед тем, как исчезнуть, череп предостерег нашего героя еще и о том, что рано или поздно настанет момент, когда Гатс будет вынужден либо сражаться, либо защищать. Другого не дано. В общем, все как обычно. Хрен что разберешь. Но не переживайте, всему свое время. Ведь нашим героям сейчас гораздо важнее было добраться до Эльфхейма, а там уже будь что будет. На данный момент важно лишь то, что пока Гатс общался с черепом, Каска, гуляя по ночному пляжу, наткнулась на странного пацана. Он был полностью голый и не издавал ни слова. Он не казался враждебным, хоть Ширки и заметила, что от него исходила странная аура. Мальчик просто по непонятным причинам словно хотел быть рядом с Каской и Гатсом, из-за чего на мгновение троица даже выглядела как счастливая семья. Но как только наступило утро, пацан просто исчез, словно его никогда и не было. В общем, все решили, что мальчик просто ушел домой и отправились дальше. А так как Эльфхейм был островом, которого даже на картах нет, группе наших героев теперь был необходим корабль, из-за чего все дружно отправились во Вританис, надеясь там обжиться судном. Справедливости ради, никто из отряда Гатса по понятным причинам толком не знал, что произошло в мире за последнее время, что, возможно, было только к лучшему, ведь поход Гриффита по освобождению Мидленда от Кушанской империи только набирал обороты. Сокол, благодаря своим сверхъестественным силам, освобождал один город за другим. Разумеется, делалось все это не ради мира во всем мире, а лишь для реализации своей мечты – королевства. И в то время, как у Гатса самым ярким и радостным событием было то, что Каска изредка улыбалась, у Гриффита на самом деле все неплохо складывалось. Народный герой, обожаемый всеми, освободитель и спаситель, пришедший из пророчества. Сокол Света даже принцессу Шарлотту успел спасти, вырвав ее из лап императора Ганишки, тем самым сохранив королевскую кровь. Короче, Гриффиту словно благоволила сама
сама судьба, в то время как Гатс, как и всегда, добивался своего не благодаря, а вопреки. В общем, чтобы не растягивать, я буду форсировать некоторые события в дальнейшем, сосредотачиваясь на самом важном или интересном. Гатс вместе со своими компаньонами прибыл во Вританис, процветающий торговый город. Здесь, как вы помните, наши герои рассчитывали обжиться кораблем для дальнейшего путешествия в Эльфхейм. Однако взять в аренду или тем более купить судно никто не мог себе позволить, так как шла война и каждое судно было на счету. Ситуация была не самая приятная, но на удивление затащить катку вызвалась Форнеза. По большому совпадению, Вританис был домом семьи Вандемионов, то есть Форнезы, и девушка рассчитывала попросить корабль у своего отца. Однако тот посчитал, что Форнеза опозорила их семью, ведь после событий в Альбионе она просто взяла, бросила свою службу и начала свое путешествие с Гатсом. В общем, кораблем здесь и не пахло. Но помочь девушке решил ее брат. Точнее, как решил? Он дал Форнезе выбор. Если она выйдет замуж за его приятеля, то ее друзья получат корабль. Если же девушка откажет, то и корабля им не видать. На удивление Форнеза согласилась, ведь в какой-то момент она начала понимать, что была бесполезна для Гатса и его друзей. А так она могла им помочь здесь и сейчас, без оглядки на дальнейшие перспективы. Да и ее жених выглядел вполне неплохо. Родерик Штрауфен, а именно так звали новоиспеченного кавалера, был уважаемым капитаном и в целом неплохим человеком. Он знал, что Форнеза девушка не из робкого десятка, с дырой в башке. Но это его не пугало, а скорее даже наоборот, ведь в Форнезе он действительно видел интересную личность. В общем, из-за того, что Вританис после падения столицы был избранным местом сбора войск в войне против Кушан, намечался некий деловой банкет, где брат Форнезы планировал объявить о ее помолвке. Однако Гатс, узнав о предстоящем бракосочетании, решил вмешаться. Дело было не только в том, что мечник мог потерять сиделку для каски. Гатсу было искренне интересно, что такого могло произойти, что Форнеза вдруг решила дать заднюю. Поэтому Гатс, несмотря на уговоры, решил лично спросить у девушки, в чем дело. Проникнув в замок, Гатс столкнулся с неожиданным для себя сопротивлением – Серпика. Последний, опасаясь неспособности Гатса контролировать себя в броне берсерка, хотел, чтобы Форнеза осталась здесь, во Вританисе, ведь Серпика считал, что его сестре будет банально безопасней вдали от мечника. Однако Гатса не сильно интересовало, чего хотел там Серпика, поэтому, в общем, парень так и не смог остановить черного мечника, что, поверьте, было только к лучшему, ведь когда Гатс и остальные вошли в банкетный зал, в эту же секунду, словно из ниоткуда на пиршестве появились фамильяры Кушан. Британская знать и высокопоставленные члены Святого Престола рвутся на куски, в рядах стражи посеян хаос, и никто не понимает, что необходимо делать. Гатс по просьбе Форнезы начинает нарезать фамильяров на кусочки, но фамильяры были только началом, ведь в скором времени уже весь порт был объят пламенем, а силы Кушан начали полномасштабное вторжение. Необходимо было убираться из города, ведь армия Кушанской империи была очень большой и не щадила ни детей, ни женщин. Поэтому несостоявшийся жених Форнезы, Родерик, предложил всем отправиться на его корабль, ведь так было больше шансов на спасение. Гатс поддержал данную инициативу и прикрывал своих товарищей сколько мог. Благодаря своей броне и помощи друзей Гатс вырезал не один десяток фамильяров, после чего одолел и человека, который возглавлял атаку Кушан на Вританис, правую руку императора, могущественного мага Дайбу. Однако, чуть позже разъяренный неудачей Дайбы появился и виновник этой кровавой бойни, сам император Ганишка в своей демонической форме. Он был поражен тем, что обычный человек замедлил вторжение его войска, а когда узнал, что Гатс заклеймен, то вообще предложил ему служить под своим началом. Ведь по сути у них была одна цель – Сокол Света. Ганишку не смущало, что Гриффит Фемта, член Длани Господа, император, на самом деле собирался править всеми землями единолично, и его не интересовало, сколько людей погибнет в этой войне, своих или чужих. Ганишка хотел лишь власти. Но на этом сюрпризы не закончились. В самый разгар боя на поле битвы неожиданно появилась третья сила – новая банда Ястреба, состоящая из одних апостолов. Новоиспеченные защитники Мидленда появились словно из ниоткуда в своих демонических формах, после чего сразу же начали уничтожать своих собратьев с кушанской стороны. Для простых солдат и горожан, спрятавшихся в руинах, это зрелище было поистине сюрреалистичным. Чудовища сражались против чудовищ, разрывая друг друга на части. И все же, если с обычными кушанскими демонами у новых ястребов проблем особо не возникло, то вот с самим императором дела обстояли куда сложнее, ведь ни обычные апостолы, ни сам Зод не могли ничего ему противопоставить из-за его туманной формы. Получилось так, что в тщетных попытках нанести хоть какое-то повреждение Ганишке, Зод получил от императора по жопе и рухнул прямо с Гатсом. В любой другой ситуации старые соперники начали бы сражаться
сражаться друг с другом сразу же, но сейчас момент был не самым подходящим, из-за чего два некогда заклятых врага были вынуждены объединить усилия против общей угрозы. Зод и Гатс взмыли ввысь навстречу Ганишке и параллельно рассуждая о том, как они порвут друг друга на части после того, как все уляжется, обмозговывали план своих дальнейших действий. И на самом деле наблюдать за отношениями этой парочки интереснее, чем за своими собственными, ведь их необъемлемая ярость и некая форма ненависти к друг другу незаметно для них самих переросла пусть и в своеобразное, но все же уважение и восхищение. У каждого из них была как минимум одна возможность, когда можно было закончить свою вражду, но оба эти персонажа не ищут легких путей, ведь их мировоззрение основывалось на воинской чести и уставе. Воины, одним словом. Они даже чем-то похожи друг на друга. Одиночки, которые из-за обстоятельств были вынуждены кому-то служить. Оба являются, возможно, лучшими мечниками на всем белом свете. Оба обладают нечеловеческой силой, выносливостью и боевым духом. Да, как вы знаете, Гатс не является апостолом, во всяком случае на данный момент. И в конце ролика мы об этом еще поговорим. Но все же есть одна не очень популярная теория касательно этой парочки. В общем, есть предположение, что Зод — это отец Гатса. Не только в силу ранее всего мною сказанному, хотя и поэтому тоже, а из-за одинаковых ушей. Да, хотите верьте, хотите нет, но я лично натыкался на комментарии, где люди задавались вопросом, а почему у Гатса заостренные кончики ушей? Ведь такими обладают либо эльфы, либо апостолы. И возможно данная теория на нее отвечает. В общем, если супер вкратце, то чувак с Пикабу под ником Berserk New выложил пост около года назад, где попытался обосновать данное предположение. У Гатса и Зода помимо ушей и прически похожие. Они оба живут битвой, оба одиночки по своей природе, любят огромные мечи, ну и так далее. Гатс — главный персонаж всей этой истории, и если про его мать тоже ничего не известно, но мы ее хотя бы видели, то вот про отца вообще тишина, что для кого-то может показаться странным. В общем, я оставлю ссылочку на пост, чтобы не раздувать хронометраж, и там не то чтобы прям теория, скорее так, рассуждения. И вот, парочка союзников по неволе искала способ победы над Ганишкой. Зод сразу заявил, что для такого противника необходимо магическое оружие. Обычным такого монстра не возьмешь, но Гатсу было чем удивить апостола. Видите ли, во время стычки со Слан Гатс узнал, что его меч, убийца драконов, из-за пропитавшей его крови бесчисленных апостолов, обрел необычные свойства. Теперь меч мог ранить даже существ из астрального мира, которых не брала обычная сталь. Конечно, уверенности, что убийца драконов сможет нанести увечья Ганишке не было, но попробовать как минимум стоило. По указке Ширке Гатс нанес удар прямо между глаз императора, и пусть этот выпад не убил его, но нанес повреждение его физическому телу, из-за чего Ганишка испытывал адскую боль и был вынужден отступить. Туман рассеялся, те кушаны, что остались, бросились в бегство, а Гатс, как и обычно, лежал без сил. Зод, увидев состояние мечника, решил перенести их дуэль до лучших времен, выразив тем самым уважение мечнику. После чего товарищи Гатса перенесли его на корабль и все дружно покинули объятый пламенем Вританис, теперь держа курс в Эльфхейм. Форнеза, глядя на свой дом, в который она, возможно, больше никогда не вернется, размышляла о своих родителях и о том, что же дальше будет происходить с миром, даже не догадываясь, что мир на самом деле скоро изменится, притом радикально. После бойни во Вританисе окрестности порта представляли собой жуткое зрелище. Повсюду валялись трупы, а укрепления Альянса лежали в руинах. Апостолы Гриффита с приходом рассвета словно испарились, оставив после себя лишь кровавые ошметки, а Ганишка даже и не думал отступать. Разгневанный своим предыдущим поражением, он стянул огромное многотысячное войско к Вританису. Боевые слоны, лучники, фамильяры и рабы. У потрепанной армии Святого Престола не было ни единого шанса. Сражение проходило в одну калитку, буквально. По всем канонам, последний оплот Мидланда должен был пасть, но уже в который раз на помощь лордам снова пришел Гриффит со своим войском, теперь состоящим из людей. Откровенно говоря, Гриффиту не нужна была победа, ему в первую очередь нужны были зрители, поэтому банда Сокола не просто смотрелась эффективной на поле боя, она выглядела эффектно. Противники умирали как мухи, боевые слоны сходили с ума, а в рядах кушан начался настоящий хаос. Однако и
и этого Гриффиту показалось мало. Поэтому, когда Сокол вычислил передвижной замок Ганишки и самолично предстал перед императором, он, вопреки здравому смыслу, не убил его, хотя мог, а вместо этого устроил очередное шоу. Гриффит и до своего перерождения притягивал к себе людей, а будучи фемто, его эта особенность словно усилилась. Потрясающая харизма в совокупности со способностями члена Длани Господа делали его самым настоящим крашем для апостолов, из-за чего Ганишка при виде Сокола только и делал, что ловил себя на мысли о том, как же Гриффит притягателен, хотя даже не так. Ганишка буквально сходил с ума от одного присутствия Сокола. Но, как вы знаете, император Кушанской империи был необычным апостолом, он смог найти в себе силы сопротивляться искушению и принял свою демоническую форму, готовый сразиться с Соколом. В то время как Гриффит просто по щелчку пальцев призвал ветер, демоническая форма императора развеялась, и уже через секунду тот стоял на коленях, осознавая свою никчемность и неспособность дать достойный бой своему противнику. Но, как я уже говорил ранее, Гриффиту нужны были зрители. Какой толк в геройских поступках, если, во-первых, тебе на них насрать, а во-вторых, если никто их не увидит? Поэтому Сокол предложил перенести битву с армией императора в ранее захваченный Кушанами город Виндем, столицу Мидленда. И получилось так, что у Ганишки просто не оставалось другого выбора. Он был вынужден принять предложение и отозвать свои войска для перегруппировки. В то время как Гриффит в очередной раз был на высоте. Он предстал перед всеми как спаситель и объявил, что его отряд теперь освободительная армия Мидленда под прямым командованием королевского дома. Как в тот же миг из своих нор начала вылазить различная знать и аристократы, недовольные этим фактом, что Гриффит провозгласил свою шайку армией короля. Вообще, если так рассудить, королевская знать просто пряталась по другим странам, пока Гриффит освобождал их земли, из-за чего последний мог даже не слушать токсичных дворян. Но так как Сокол словно все видел на несколько шагов вперед, он поступил мудрее. Он не стал никому ничего доказывать или объяснять, он просто представил всем живую и здоровую принцессу Шарлотту, которая считалась пропавшей без вести после атаки Кушан на столицу. Как вы помните, принцесса Шарлотта была влюблена в Гриффита с их самой первой встречи, а теперь она еще и оказалась единственной наследницей на престол. Поэтому, когда девушка объявила Гриффита своим женихом и новым верховным главнокомандующим армии Мидленда, возразить не посмел никто. Конечно, многие лорды помнили Гриффита еще по его старым заслугам, но все равно, простой смертный без 5 минут король, немыслимо. Но, кто бы мог подумать, Гриффит предусмотрел и это, ведь совсем скоро на тусовочку прибыл глава Святого Престола, на которого Гриффит ранее насылал различные видения. Увидев Сокола, старший священнослужитель тут же пал ниц и провозгласил его Соколом Света, тем самым спасителем, который являлся людям во снах и должен избавить Мидленд от тьмы. Так, многоходовочка Гриффита и сработала на все 100. Ведь если уж сам понтифик признал в нем мессию, то остальным оставалось только подчиниться. В общем, нравилось кому или нет, но теперь Гриффит официально был провозглашен Соколом Света, народным героем, спасителем, ну и бла-бла-бла. Все у него в общем было отлично. Собственное войско, всеобщая любовь и принцесса. Сокол даже к финальному бою с императором Кушан особо не готовился, словно все уже давно было предрешено, а ему лишь в очередной раз оставалось сделать невозможное. В то время как император Кушан не находил себе места. Униженный и обезумевший, ранее не знавший поражения на поле боя, Ганишка решил пойти на крайнюю меру, самое опасное колдовство. Многие годы он создавал свой рукотворный бихелит, состоящий из других апостолов, и теперь пришло время опробовать свое творение. Ганишка рассчитывал стать кем-то большим, чем апостол, так как Гриффит казался ему на совершенно ином уровне. И что здесь говорить, конечный результат оправдал все ожидания императора. Погрузившись в самопальный бихелит, а после перевоплотившись уже во второй раз и принеся в жертву всю свою империю, с большинством жителей, животных и чудовищ, Ганишка утратил способность к рациональному мышлению и самоощущению, воспринимая окружающих как насекомых. Теперь он на самом деле не был обычным апостолом. Сейчас он больше походил на ужас из древних легенд. Упивающийся своей огромной силой, Ганишка испепелял целые города, не щадя ни своих, ни чужих.
Его демонические отродья пожирали все подряд, в то время как самого императора можно было увидеть за десятки километров. Наступление Ганишки посеяло страх и панику в рядах Святого Престола, ведь все происходящее больше походило на настоящий конец света, нежели на сражение двух армий. Один лишь Гриффит не переживал. Он, как и обычно, хладнокровно отдал приказ своим людям сдерживать врага, пока сам верхом на Зоде выискивал слабое место императора. Вся эта битва была похожа на первородный чистейший хаос. Люди вместе с апостолами сражались против чудовищ, земля под ногами словно горела, повсюду было мясо и грязь, а император, несущий конец для этого мира, все приближался. Но Гриффит, судя по всему, предвидел даже такой поворот событий. Ну или же такова была судьба. Сокол верхом на Зоде подкрадывается к императору, и, блуждая среди бесконечных тентаклей последнего, Гриффит совсем скоро замечает предположительно уязвимое место Ганишки. Приблизившись к тому, что раньше было лицом мятежного апостола, Гриффит принимает свое истинное обличие Фемта, готовясь нанести удар, но попадает в засаду. Ведь в этот момент рыцарь-череп с помощью своего меча проходит сквозь защитный барьер и молниеносно наносит удар по Фемта. Однако последний рассчитывал именно на подобный исход. Он исказил саму ткань пространства, перенаправив разрушительную силу удара прямиком в Ганишку, что сразу же принесло свои плоды. Ведь ударной мощи меча оказывается достаточно, чтобы уничтожить мятежного апостола. Тело императора рассыпается, а весь мир накрывает огромной волной, состоящей из чистого света. Все, буквально все пропиталось энергией нового мира, а все люди стали свидетелями настоящего чуда. Ведь сокол света, как и было написано в Священном Писании, одолел тьму, и теперь никто не мог отрицать его божественную природу. Победа над императором Кушанской империи изменила все. Это был не просто конец войны, это был настоящий переворот мироустройства, ведь мир словно вывернулся наизнанку. Давайте по порядку. Теперь на месте, где пал поверженный Ганишка, возвышалось исполинское древо мира, чьи ветви пронзали облака, а корни уходили в самые глубины преисподней. А из-за того, что император в своем желании стать сверхсуществом зашел слишком далеко, опустившись на самые низкие уровни астрального мира, его смерть стала искрой, воспламенившей границу между реальностями. То есть, если вкратце, череп, убив Ганишку, открыл своего рода разлом, проложив дорогу в наш мир множеству потусторонних тварей, а это самое великое древо служило как мост между мирами. Великий рев астрального мира, а именно так называют это событие, привел к слиянию астрального и физического мира в одно целое, эдакий огромный промежуток, поэтому-то мир точно уже нельзя было назвать прежним. Но все вышеперечисленное было далеко не всем, ведь после победы над императором, кроме древа и чудовищ, еще кое-что проникло в наш мир. Утопический город Фалькония, королевство Гриффита. На самом деле Фалькония — это прошлое королевство рыцаря черепа, которое неожиданным образом исчезло 1000 лет назад, а вот теперь появилось снова. И говорю я об этом только потому, что этот момент в манге особо не раскрывается, а истинная причина исчезновения и появления Фальконии неизвестна и по сей день. Можете просто держать эту инфу в голове как интересный факт, не более. Сейчас лишь имеет значение то, что мир теперь был другим, странным и опасным, как карточный домик после землетрясения. Вроде те же элементы, но сложены уже по-новому. Но не суть. Ведь Гриффит освободил земли Мидленда уже дважды. В невестах у него единственная дочь короля, его все обожают, а чудовища видят в нем хозяина. Вокруг его Фальконии теперь круглый год растет урожай, туда не могут проникнуть демоны из глубин астрального мира, а люди теперь сражаются только против общего врага. И вы спросите, а где минусы? А они, в общем-то, есть. Ведь все благие деяния Гриффита, как вы уже поняли, всего лишь ширма. Осознавал Гриффит того или нет, но он вел все человечество к закату. Великое древо разрасталось как паразит, погружая мир во тьму. Да и его утопическая Фалькония – лучшая иллюстрация этого нового мира. С одной стороны, светлый, защищенный, красивый город, где тысячи беженцев смогли найти свой дом. С другой же стороны, королевство, построенное на костях людей, силами апостолов под руководством исчадия зла. Практически никто не знал, что по сути все, что произошло с землями Мидленда, так или иначе случилось из-за того, кто всех от бед и спас, так как никто не видел или не хотел видеть, что Белый Сокол явно не тот, за кого себя выдавал. Точнее, даже не так. Людей, которые доверяли Гриффиту и видели в нем мессию, было подавляющее большинство, но и недоброжелатели остались, которые понимали, что Гриффит – зло. Так, Рикард из-за слияния миров вместе с Эрикой были вынуждены покинуть пещеру года и отправиться в Фальконию.
Фальконию, так как, по сути, больше некуда было идти из-за огромного количества чудовищ на континенте. Рикард долго обдумывал все, что ему успел рассказать Гатс, и пришел к неоднозначным выводам. С одной стороны, изнутри королевство выглядело потрясающим. Мир, покой, все счастливы. С другой же стороны, Рикард понимал, что все это было построено на костях его товарищей. Поэтому пацан просто решил высказать все своему бывшему командиру, а после на эмоциях вообще выписал ему смачного леща. Рикард понимал, что он не сможет так же ненавидеть Гриффита, как Гатс, из-за чего его сил хватило лишь на то, чтобы просто отвергнуть Сокола, как лидера и как человека, демонстративно унизив его на глазах у его же подданных. Позже в Фальконии Рикард встретил уже знакомых нам персонажей, например, проституток из Альбиона и правую руку Ганишки Дайбу, человека, что отвечал за вторжение во Вританис. Помогая простым гражданам, Рикард все четче понимал, что он не сможет оставаться в этом королевстве по идеологическим причинам, и, по иронии судьбы, желания парня совпали с желаниями одного из слуг Гриффита – Ракшасом. Могущественный, но слегка поехавший апостол хотел расправиться с дерзким юнцом за оскорбление своего повелителя, но неожиданно на помощь Рикарду пришли кушаны, ведь выяснилось, что не все последователи Ганишки погибли, многие затаились в Фальконии, выжидая момент для мести. И вот, руководствуясь принципом «враг моего врага – мой друг», они и встали на сторону парня. Пусть и не без трудностей, но новоиспеченный союз смог отбиться от Ракшаса, и когда ворота Фальконии уже оставались позади, Рикард с новыми союзниками шагнул в неизвестность, туда, где не было места ни лживым утопиям, ни ложным пророкам. Ну а что же Гатс и его друзья, спросите вы? Да все как обычно. Пока Гриффит купался в лучах славы и всеобщей любви, Гатс, как и обычно, превозмогал. После отплытия с Вританиса он вместе со своими друзьями на корабле Родерика следующие 8 дней плыли в Эльфхейм согласно изначальному плану по спасению Каски. Сначала все проходило относительно гладко. Каждый занимался своими делами на корабле. Ширке по-прежнему обучала Форнезу магии, Исидора тренировался, Гатс, как обычно, размышлял о своей судьбе и переживал за Каску. Но после рева великого астрального мира планета Земля, как я уже говорил, изменилась, из-за чего повсюду теперь обитало множество чудовищ из астрального мира, на Земле и в воде. Так, после небольшого сражения с пиратами, корабль с нашими героями из-за полученных повреждений был вынужден пришвартоваться на неизвестном острове, чтобы можно было подлатать судно и обжиться провизией. Однако, все местные жители вели себя крайне странно. Они закрывали окна при виде наших героев и были неразговорчивы. Ширке сразу заметила, что на этом острове происходит что-то странное, словно он весь был окутан темной аурой. И остров действительно был необычным, ведь на нем был запечатан морской бог. Давным-давно морской бог поглотил все, что было в его досягаемости, после чего раса астральных существ, напоминающих русалок, запечатала его на этом острове. Но из-за великого рева астрального мира чудовище вырвалось и теперь кошмарило всех местных. Гатс понимал, что продолжить свое плавание, не убив морского бога, будет ошибкой, так как это создаст лишние трудности в море. Поэтому, в общем, наш мечник уже в который раз был вынужден взять ситуацию в свои руки. Если прям откровенно, то вот вся эта линия с морским путешествием, да и в целом вся арка фантазия, на 80% ни о чемная. Здесь буквально нет практически ничего интересного для истории. Как сказал один мудрый человек, всю арку можно описать 4 словами. Гатс поплыл, Гатс приплыл. Буквально. Да и среди фанатского сообщества Берсерк арку-фантазию не просто так называют за глаза «лодочная арка», тем самым высмеивая невероятное количество времени, в течение которого Гатс и его друзья находились на борту. А ведь фантазию на минуточку рисовали около 10 лет. Поэтому, если вкратце, Гатс, чтобы одолеть морского бога, в очередной раз был вынужден активировать броню Берсерка, после чего при помощи местных русалок дал по башке огромному чудовищу. По большому счету ничего интересного, однако Гатс во время сражения снова чуть не поддался влиянию зверя тьмы. Это означало, что мечник в любой момент мог кинуться на своих товарищей, но таинственный лунный мальчик, снова появившийся словно из ниоткуда, вернул Гатсу рассудок, а после также бесследно исчез. Конечно, пацан у всех вызывал вопросы, кто он такой и что ему нужно, почему он так тянется к Каске и Гатсу. Никто ответов не знал. Ширки предположила, что, скорее всего, лунный пацан с Эльфхейма и просто проверял их, ведь чудо-остров был уже совсем рядом. В общем, как обычно, никто ничего не знал. Но в любом случае, после победы над морским богом, таинственный остров и местные жители были спасены, все счастливы, и один лишь Гатс, как и обычно, был весь изранен, еле стоял на ногах и не мог уснуть. Однако не боль
по всему телу была причина его бессонницы. Чем ближе Гатс был к Эльфхейму, тем больше он переживал из-за слов рыцаря Черепа о том, что желания Гатса могут не совпадать с желаниями Каски. Другими словами, Гатс задумался о том, а что на самом деле станет с Каской, если ее вылечат. Будет ли она такой, как и прежде? Узнает ли она его? Будет ли она помнить о затмении? Ведь именно из-за затмения она и стала такой. В общем, Гатс по-своему сходил с ума. И его можно понять, ведь последние несколько лет он то и делал, что утопал в своей ненависти и злости. А теперь у него была надежда. Надежда на то, что, возможно, и в его собственном мире, окутанном тьмой, скоро настанет рассвет. Наконец, наши герои добрались до затерянного Эльфхейма, острова, окутанного древними чарами. Это было не просто убежище эльфов. Сама земля здесь дышала магией, отталкивая любую нечисть. Апостолы не могли даже приблизиться к его берегам. Да и время текло здесь иначе. То ли медленнее, то ли вовсе по своим законам. Но это не означало, что остров был безопасным местом. Ведь местные жители установили ряд ловушек для непрошенных гостей, с которыми наши герои в скором времени и столкнулись. Впрочем, ни запутанные тропы, ни магические стражи, ни даже плетенный исполин из пламени не смогли остановить Гатса и его спутников. Они прошли через все. В конечном счете, пройдя все испытания и доказав, что недостойны здесь находиться, Гатса и его друзей тепло встретило местное население острова, состоящее из ведьм, магов и эльфов. Они-то и рассказали нашим героям обо всем, что происходило и происходит в мире. Ну а после отвели всех к владычице эльфов, которая потенциально и могла вернуть рассудок Каске. Данан, а именно так звали владычицу, сообщила, что Каску на самом деле можно вылечить, но сделать это должна Форнеза и Ширке. Ведь Гатс не подходил, потому что Каска боялась его, а вот юная волшебница и ее ученица, которой Каска успела прикипеть за это путешествие, были отличным вариантом. По сути, у Гатса не было другого выбора, кроме как довериться своим друзьям и пустить все на самотек. Но за это время, что мечник провел с Ширки и Форнезой, он научился им доверять не только свою жизнь, но и жизнь близкого человека. Поэтому Гатсу ничего и не оставалось, кроме как ждать и надеяться на лучшее, в то время как Ширки и Форнеза, проникнув в разум девушки, ужаснулись от увиденного. Огненная безлюдная пустыня, где под палящим черным солнцем клейменный трехлапый пес тянул гроб с разбитой куклой. Именно так выглядел внутренний мир Каски. Маги, впервые оказавшиеся здесь, даже не догадывались, через какой ад прошли Гатс и Каска, да и, откровенно говоря, они не понимали, что им самим было необходимо здесь сделать. Но вскоре Ширки осознала суть испытания. Нужно было собрать рассыпавшуюся куклу, лежащую в том самом гробу. После чего началась долгая и изматывающая работа, ведь время здесь шло иначе, а искаженный разум Каски то и дело подкидывал проблем. Пробираясь все глубже в подсознание Каски, парочка собирала по крупицам все воспоминания девушки. И чем дальше они погружались, тем более жуткую картину они там перед собой видели. Финальным испытанием же для всех оказался поиск последнего фрагмента, так как он хранился в воспоминаниях о том самом дне, о затмении. Тысячи монстров, ужасная сцена изнасилования. Я думаю, вы и сами все помните. Но, несмотря ни на что, юные волшебницы все равно заполучили последний фрагмент разбитой куклы, вставили недостающий пазл, пес завыл в небо и, о чудо, Каска пришла в себя, Ширки и Форнеза справились. Каска, вернувшись, помнила своих спасительниц, однако все эти годы она словно жила в теле другой девушки, все происходящее для нее было просто дурным сном, а последнее, что она помнила, так это то, как она с остальными из отряда собиралась спасти Гриффита. Первым делом она поблагодарила Форнезу и Ширки за свое спасение и опеку. Волшебницы же были в шоке, ведь перед ними стояла совершенно другая Каска, не та запуганная больная, а сильно уверенная в себе девушка, та, что не боялась Гатса, а жаждала встречи с ним. И это очень трогательная сцена. Каска ревет, девчонки ревут, все в предвкушении воссоединения любящих друг друга людей. Каску одели в пышное платье, из-за чего она напоминала королеву темных эльфов, а с каждым своим шагом навстречу Гатсу она вспоминала то немногое хорошее, что у нее было с мечником. Все остальные же затаили дыхание и просто молча наблюдали за долгожданным воссоединением. Но случилось то, чего никто не ожидал. При виде мечника у Каски всплыли воспоминания о затмении, в центре которого был Гатс. И теперь, несмотря на вернувшийся рассудок, девушка не могла спокойно смотреть на мечника. Она сразу же впадала в истерику, из-за чего воссоединение близких друг другу людей было невозможным, во всяком случае, пока что. Это сильно ранило и Гатса, и Каску, но, несмотря на трудности, никто не собирался унывать, ведь теперь Каска могла сама за себя решать. Она быстро нашла общий язык со всеми из команды Гатса. В Форнезе, например, она видела старую
старшую сестру, что оберегала ее все это время. А в неугомонном Исидора Каска увидела такой же боевой дух и упрямство, как у Гатса. Да, как я уже сказал, Гатс и Каска пока не могли быть вместе, но они и все окружающие верили, что это рано или поздно произойдет. Просто необходимо время, и все наладится. На этом, в общем-то, все как-то и подуспокоились. Эльфхейм оказался на самом деле прекрасным и защищенным местом, где каждый из команды Гатса нашел чем себя занять во время этой передышки. Каска восстанавливалась после своего пробуждения, Исидора подглядывал за молодыми волшебницами, Ширки и Форнезе вообще словно оказались в раю, ведь на острове магия была чем-то обычным, и девушки увидели в этом возможность научиться чему-то новому у других волшебников. В общем, каждый смог чем-то себя занять, в то время как наш мечник постоянно тренировался, как в старые добрые времена. Он много размышлял обо всем своем пути и о Каске, что ему делать дальше, ведь по сути прибытие на Эльфхейм и выздоровление Каски означало, что у Гатса теперь был выбор между местью и умиротворением. С одной стороны, мечник не мог забыть всего того ужаса, через который ему пришлось пройти. Он не мог отпустить мысль о том, что Гриффиту все сошло с рук. С другой же стороны, сейчас у Гатса было то, к чему он всегда стремился – близкие люди, за которых не жалко и умереть. Да, наш герой всегда чувствовал, что одному ему проще, но жизненные испытания заставили его измениться. Ведь, несмотря на первоначальные опасения касательно своих попутчиков, он со временем начал принимать и ценить их помощь. Чего уж там, без них он бы точно не зашел так далеко. И вот, имел ли Гатс право решать за них? В общем, ситуация была на самом деле неоднозначная. Бросить близких людей в угоду собственным желаниям, или же оставить все плохое позади и просто жить дальше. Так, во время своих размышлений, Гатс, к своему собственному удивлению, снова встретил лунного мальчика на острове. И не желая возиться с малым, мечник решил скинуть его на Каску. В этот раз пацан обладал чистой аурой, как у фей, поэтому все к нему относились хорошо, не задаваясь лишними вопросами. Да и все сразу как-то заметили, что между мальчиком, Гатсом и Каской была словно родственная связь. В общем, пацан появился вовремя, ведь он словно сплотил всех еще сильнее. Следующие несколько дней все просто отлично проводили время вместе. Рыбачили, дурачились, устраивали пикник. Гатс же, как и обычно, тренировался и испытывал свое тело на прочность. Все эти события на острове казались такими естественными и настоящими, словно ничего до этого и не было вовсе. Из-за чего Эльфхейм на самом деле выглядел как новый дом для всех. Дом, куда не проникнет нечисть. Дом, где тебе всегда рады. Но в один прекрасный вечер, когда Каска вместе с лунным мальчиком готовилась ко сну, девушка размышляла, чей это был вообще ребенок, и почему она испытывала по отношению к нему и привязанность, и скорбь, и тепло. Так, в своих размышлениях, незаметно для себя Каска провалилась в сон, и только после, наконец, поняла, что это было за существо на самом деле, и чей это был ребенок. Очнувшись, Каска замечает, что мальчик теперь находится на улице, прямо перед Гатсом. Ошарашенная своим откровением, девушка спешит предостеречь мечника о потенциальной опасности, но не успевает. В этот же момент мальчик поворачивается к сбитому с толку Гатсу. В глазах последнего читается удивление, а секунду спустя на месте ребенка появляется Гриффит собственной персоной. По всему острову сразу же посеялась паника. Все чувствуют, что что-то ужасное извне проникло в Эльфхейм. У Каски же при виде Гриффита начинается неконтролируемая истерика. Ее метка кровоточит сильнее обычного, а в конечном счете она и вовсе теряет сознание. Гатса же охватывает ярость. Он сразу бросается на своего заклятого врага, однако все атаки проходят сквозь апостола. Гриффита забавляют тщетные старания мечника, в то время как Гатс буквально начинает сходить с ума. Весь остров трещит по швам, бескрайняя тьма потихоньку поглощает святую землю, а тысячи чудовищ из глубин самого ада начинают рвать всех местных на куски. Гриффит, воспользовавшись моментом, берет Каску на руки, после чего верхом на Зоде покидает Эльфхейм. Гатс же, не способный что-либо предпринять, лишь беспомощно наблюдает, как его злейший враг улетает. Совсем скоро Эльфхейм и все его обитатели исчезают из этого мира, а опустошенный и разбитый Гатс теряет веру в себя и свой меч. Ведь какой был смысл во всех этих стараниях, если уже второй раз он теряет Каску? Он прошел через настоящий ад ради своей любимой, его цель была так близка, а теперь тот, кто превратил жизнь мечника в беспросветную тьму, в очередной раз все у него отобрал, словно затмение повторилось снова. Кто бы мог подумать, что с таким трудом обретенный покой способен исчезнуть в мгновение ока, оставив лишь бесконечное отчаяние.
6 мая 2021 года скончался Кентаро Миура, автор и художник Берсерка. К сожалению, на этом оригинальный рассказ обрывается, так как Миура не успел закончить свое произведение. Все, что выходило после 363 главы, уже дело рук его близкого друга и коллеги Кодзи Мори, который пообещал продолжить дело своего товарища. И, в общем-то, продолжает, ведь новые главы Берсерка выходят и по сей день. Однако фанатское сообщество после смерти Миуры разделилось на несколько лагерей. Кто-то считает, что манга под руководительством не Миуры – фанфик, не более. Кто-то считает, что все нормально, что вы вообще пристали. Здесь, в общем, дело каждого. Поэтому смотри видос дальше на свой страх и риск. Я, если что, не при делах. Но также стоит сказать, что из-за смерти автора появилось бесчисленное количество теорий о том, чем же должен закончиться Берсерк. И об этом мы в конце тоже поговорим, не переживайте. Сейчас просто имейте в виду, что все, о чем я буду рассказывать далее, официально канон, просто руководит процессом не Миура, а его товарищ. Ну а на чем же закончилась история на данный момент? Ну, давайте узнаем. Но прежде чем я продолжу, давайте я хотя бы постараюсь объяснить, что произошло. Как вы уже знаете, Гриффит избавлялся от любой потенциальной угрозы, поэтому Эльфхейм для него был лакомый кусок. Но, будучи апостолом, он физически не мог попасть на эту святую землю, чтобы наложить на нее проклятие. И здесь-то и зарешал ребенок Каски и Гатса. Опять же, как вы уже знаете, оболочка Гриффита наполовину, или возможно даже полностью, состояла из демонического ребенка Гатса и Каски, то есть из чего-то невинного, что, судя по всему, и позволило Фемто спокойно проникнуть на остров, а после принять свое истинное обличие. Плакал же Гриффит, потому что его оболочка горевала по своим родителям, возможно, по Гатсу, ведь именно последний должен был погибнуть на острове. И, в общем-то, как-то так. Просто этот момент с преображением все еще не раскрыт в манге в полной мере, да и не факт, что раскроется, но общепринято считать именно так. Да. Так вот, Гриффит украл Каску, Эльфхейм был уничтожен. Те немногие, кто смог укрыться от катастрофы на корабле Родерика, чувствовали себя, мягко говоря, разбитыми. Ведь кто-то лишился дома, кто-то потерял своих друзей. В общем, каждый убивался по-своему. Но определенно самый большой удар получил Гатс. Впервые в жизни он опустил руки, ведь какой был смысл во всем этом? К чему были тысячи часов тренировок, сотни сражений, литры пролитой крови? Гатс всю свою жизнь ни во что так сильно не верил, как в свой меч. И толку, если всех стараний его хватило лишь на то, чтобы срезать жалкий волосок с головы Гриффита. Гриффит, человек, из-за которого все это и началось, снова был на вершине мира, а Гатс уже второй раз даже не смог защитить своего любимого человека. Да и зверь тьмы, пользуясь подавленным состоянием мечника, снова дал о себе знать. В общем, дела у всех были, скажем так, не очень. Команда корабля понимала, что мечника нужно любой ценой вывести из этого экзистенциального кризиса, но что бы они ни пробовали, ничего не помогало. Гатс просто заперся в каюте, не желая кого-либо слушать, словно единственный луч света угасал во тьме корабельного трюма. Ширки видела, как Гатс изводится из-за пропажи Каски, и не могла больше оставаться в стороне. Надо было срочно вернуть девушку, иначе мечник совсем потеряет себя. Быстренько, проведя магический ритуал, юная волшебница отправила свое астральное тело прямиком в Фальконию на поиски Каски. Но, как обычно, проблемы посыпались одна за другой. В самый неподходящий момент, когда Гатс был не в состоянии сражаться, а Ширки витала в астрале, на корабль героев напало кушанское судно. Враг появился словно из ниоткуда, из-за чего все наши герои, включая Гатса, были взяты в плен. Обстановка на корабле была, мягко говоря, не очень, ведь это же кушаны, великое войско, не щадящее никого. Наши герои, скорее всего, надеялись хотя бы на быструю смерть, но по случайному стечению обстоятельств казнь не состоялась, ведь среди кушанского войска оказался Рикерт. Как вы помните, Рикерт с несколькими кушанскими воинами бежал из Фальконии, после чего присоединился к их империи, дабы остановить Сокола Света, ведь другой стороны, способной противостоять Гриффиту, и не было. Рикерт объяснил своим товарищам, что смерть Ганишки ничего не изменила, так как были и другие кушанские царства, которые не намерены терпеть наглость Сокола. Поэтому кушаны были рады любой помощи, лишь бы это помогло одолеть Сокола Света. Да и сам Гриффит в это же время планировал свое наступление на восток. А это значит, что намечалась новая, гораздо более жестокая и кровопролитная война, исход которой мы, надеюсь, узнаем хотя бы в этом десятилетии.
Гатс к моменту завершения манги все еще сидит в Кушанской темнице, не проявляя ни малейшего желания жить. А Каску держит Фальконии как птицу в клетке, не давая возможности покинуть проклятое королевство. Встретятся ли два эти персонажа еще раз? Чем закончится история? Найдет ли Черный Мечник покой? Является ли натуралом Дэдпи-47? В чем миссия Черепа? Да хрен его знает. Но давайте порассуждаем. Во-первых, давайте я сразу обозначу, что не являюсь потомственным задротом по берсерку, поэтому я не могу быть ультракомпетентным касательно того, чем же завершится манга Берсерк. Не мне рассуждать. Но недавно мне выпала честь познакомиться с человеком, который посвятил как минимум несколько лет своей жизни этому произведению. Знакомьтесь, Скерс. Мы с ним взяли на себя смелость озвучить несколько самых популярных теорий касательно того, чем же все-таки закончится манга. Убьет ли Гатс Гриффита, или же миру придет конец. В общем, дружище, твой выход. Здрасте, можно, с вами Скерс. На своем канале я обычно детально воссоздаю манги в видеоформате. Невероятным приключениям Каскадера я посвятил несколько лет своей жизни. Кентаро Миура создал вселенную, которую очень интересно изучать, но в которой совсем не хочется жить. Мрачный мир Берсерка невероятно красив, но и не менее жесток. Без малого 36 лет скитания Черного Мечника приковывают к себе взгляды читателей со всего мира. И несмотря на то, что создатель уже умер, его детище продолжает жить. А вместе с этим огромное количество поклонников продолжает думать, чем же закончится эта поистине великая история. Я очень признателен, что меня пригласили рассказать вам, чем же может закончиться Берсерк. Различных теорий существует много. Мы решили остановиться на самых известных и относительно правдоподобных. Однако стоит помнить, это всего лишь фанатские домыслы. Вполне возможно, что в манге все будет по-другому. Как всем известно, в арке Черный Мечник в руки Гатса попал Бихелит. Несмотря на то, что Мечник заклеймен и является жертвой, многие уверены, что он может его использовать. На это указывает сразу несколько факторов. Во-первых, истинный владелец Бихелита погиб. Граф не смог пожертвовать дочерью, и Бихелит остался ничейным. В тот момент Войд произнес: «Нить судьбы разорвалась». Это могло означать, что Бихелит лишился владельца и автоматически перешел к тому, кто его нашел. Этим человеком был Гатс. Второй аргумент – события в Клипоте. Слан убеждала Гатса воспользоваться Бихелитом, как и Гриффит, и артефакт был готов к этому. Но в самый разгар соблазнений на вечеринку ворвался рыцарь Череп и спас Мечника от выбора. После этих событий долгое время Бихелит оставался игрушкой Пака. Если предположить, что Гатс действительно может его использовать, выходит, что ближе к финалу Мечника будут ожидать куда более ужасающие потрясения, чем те, что свалились на него в последних вышедших главах. Бихелитом нельзя воспользоваться в любой момент времени, а лишь когда человек находится в максимальной точке отчаяния. Вполне возможно, что гибель Каски может окончательно погрузить Мечника в пучину тьмы, и он прибегнет к нему. Однако лично я считаю, что все будет куда хитрее. Дать Мечнику Бихелит, чтобы он в конце им воспользовался, обнулив все, за что боролся, и отринув человечность, слишком грубо. Ружье, подвешенное Миурой в самом начале истории, непременно выстрелит, но куда интереснее. Вполне возможно, что на самом деле Гатс всего лишь курьер, и нам еще предстоит увидеть настоящего апостола. А быть может, Бихелитом воспользуется Дайба, но не для обретения силы, а для открытия врат в иное измерение, дабы там сразиться с армией Ястреба. Существует мнение, что Бихелит Гатса понадобится самому Гриффиту. Все мы знаем, что он хочет быть абсолютом, но пока существуют равные ему создания из длани Господа, ему придется делить величие с ними. Что если он похитил Каску именно для того, чтобы воспользоваться Гатсом как инструментом в грядущей войне с остальными верховными апостолами? На самом деле вариантов с Бихелитом может быть масса. И я считаю, об этом мы можем с вами поговорить в комментариях. Создавая Берсерк, Миура черпал вдохновение буквально отовсюду. Невооруженным взглядом прослеживается влияние Конана Варвара, Кулака Полярной Звезды, Восставшего из Ада и еще кучи произведений. Но в этой теории нас интересует манга Devilman. Главные герои этой истории очень сильно напоминают Гатса и Гриффита. Разумеется, Миура сильно развил идеи Го Нагая. Кстати, интересный факт. В Devilman ближе к концу манги люди, столкнувшись с демонами, попытались объяснить их возникновение коллективным бессознательным. Страхи и темные мысли людей породили дьявольских существ. Ничего не напоминает? Верно. Эта же концепция есть и в Берсерке.
Так называемая идея зла работает по схожему принципу. Самое интересное, в Devilman эта теория была ошибочной, а Миура вырезал главы с идеей зла, позже объяснив, что этим он сильно заспойлерил сюжет. Но вернемся к теории. Я думаю, что Берсерк может закончиться плюс-минус так же, как и Devilman. Произойдет последнее сражение между Гатсом и Гриффином, светом и тьмой, и все закончится победой Ястреба. Увы, Черный Мечник проиграет, но когда его сердце перестанет биться, Гриффит осознает, что хотел не этого. Ведь слепая одержимость мечтой привела весь мир к руинам, и в нем не будет никого равного ему. Единственный, кого можно было назвать другом, умер от его руки. Справедливости ради, такая концовка едва ли возможна, поскольку сам Миура хотел бы менее трагичное завершение своей истории, и в интервью неоднократно заявлял, что Гатс достоин хорошего финала. Но, хоть убейте, я пока не могу представить, как Мечник вместе с Каской спокойно и счастливо живет после победы над Гриффином. Авантюра Силата на данный момент крайне интригующая, но кажется, едва ли у них хватит сил дать хоть какой-то отпор могуществу Империи Ястреба. Дитя Каски и Гатса, оскверненное семенем Фемта, на протяжении всей истории появлялся на страницах манги. Изначально он выглядел как демонический выкидыш, но после того, как его поглотил Апостол Яйцо, он получил воплощение в физическом мире. Правда, появился нюанс. Свое тело он делил с Гриффитом. Уже будучи лунным мальчиком, он являлся своим родителем и помогал им справляться с невзгодами. Бытует мнение, что именно он станет ключом к уничтожению Гриффита. Если мы рассмотрим плохой вариант, Гатс убьет собственного сына, чтобы победить заклятого врага. Думается мне, что при таком развитии событий Ястреб будет побежден, но при этом Мечник утратит Каску. Да и душевное спокойствие, это точно. Но в команде Гатса существует Ширки, плюс еще целый сквад волшебников во главе с Дайбой. И кажется мне, что они могут предложить свой вариант. Наверняка есть какой-то способ, при котором они сумеют разделить Гриффита и лунного мальчика. При этом Ястреб наверняка ослабнет, ведь он утратит часть себя. И тогда уж Мечник сумеет устроить старую добрую резню. Наверное, если новые авторы пойдут по примерно этому пути, они смогут добраться до относительно хорошего финала. Во всяком случае, я считаю, что только лунный мальчик может стать ключом к той самой хорошей концовке. Ну а если вы хотите послушать других теорий или услышать детальные пересказы манг, буду ждать вас на своем канале. Спасибо Юджину за возможность поделиться с вами интересными теориями. С вами был Скерс. Чао. Пока. Премного благодарен вам, молодой человек, приходите еще. Ну а мне больше и добавить нечего. Наверное, единственное, что могу сказать, так это выразить благодарность всем авторам, кто поддерживает своим контентом по Берсерку наш фандом. В материалах к ролику я оставлю ссылки на всех людей, чьи труды мне посчастливилось использовать в данном ролике. Ну или просто потому, что ребята заморочились. Это и Антон, у которого есть ролик по Берсерку на 10 с лишним часов, где он рассказывает буквально все. Я надеюсь, он его уже успел выпустить, ну или выпустит вот совсем скоро. Это и Кривоглазов, который проделал просто невероятную работу в монтаже и озвучке. Крайне рекомендую. Да и просто десятки потрясающих видеоэссе. Низкий мой вам поклон, дорогие зрители, если осилили данный видеоматериал до конца. Ведь полгода жизни было мною потрачено на создание этого ролика. Скорее всего, получилось как обычно, но я правда сюда вложил частичку своей души и был бы крайне признателен за вашу обратную связь. Ну там, лайк, комментарий. В общем, на этом теперь у меня точно все. Подписывайся на канал, если узнал что-то новое для себя. И удачи, и береги себя.